Ну что, будем потихонечку начинать наш стримец по Шерлоку. Скорее всего, финальный стримец уже по Шерлоку. 22, уже даже 24 часа мы суммарно провели в этой игре. И будем пробовать ее сегодня закрывать. Всем привет! Добрейшего вечерочка, мальчишки и девчонки. Денис, добрый вечер. Собак, добрый вечер. Звук, а это звук игры пропадает, когда я альтабусь, так как я ее играю в фуллскрине. Меня не слышно. Все вы врете. Должно быть, меня слышно. Врем, понятно. Такс. Что у нас с вами остается по квестам? Мы уже тут сделали просто не весь сколько всего. У нас с вами, собственно говоря, остается только история с собачьими боями и затем основной квест. Огромный квест, связанный с нашей мамой. Но пока что мы сделаем собачьи бои, с этого мы и начнем. Такс. Сижу, если никого не трогаю, тут торговец бьет солдата, и тут с размаху врезается в мой стол. Вот вы бы не взбесились. Но я схватил бутылку, да и треснул торговца по голове, а больше ничего не помню. Окей. Тот матрос разошелся не на шутку, хотя я облил его совершенно случайно. Я упал на солдата, и тот набросился на меня, словно я во всем виноват. Мне пришлось защищаться, потом кто-то ударил меня. Бутылкой я потерял сознание. Торговец пролил на матроса пиво, и все завертелось. Я помню, как матрос замахнулся на торговца стулом, но промазал и ударил рабочего. А больше ничего не видел, спрятался за стойкой, чтобы переждать этот кавардак. Показания солдата. Торгаш вырезал мне по лицу и разбил очки, а у меня других нет. Эти османские свиньи нас ненавидят. Сколько еще мы должны их терпеть? Отчет номер 1804. Это отчет полицейский. В кабаке «Золотой угорь» на Скарлетт-стрит в старом городе к западу от Сезам-стрит зарезали матроса. Подозреваемые: Брайан Макли, солдат; Алекс Капланидис, портовый рабочий; Селим Юнан, торговец. Все подозреваемые задержаны. Дело ожидает дальнейшего расследования. Такс. Это нам говорит о том, что нам нужно обыскать место. Ну что, погнали обыщем место, заодно вспомним квест. Золотой угорь на Скарлетт-стрит в старом городе к западу от Сезам-стрит. Скарлетт-стрит, старый город. Старый город. Скарлетт-стрит на западе от Сезам-стрит. Скарлетт-стрит. Скарлетт-стрит, Скарлетт-стрит. Нихрена себе, здоровая. Так, а где Сезам-стрит? Сезам-стрит, ведь верно? Сезам-стрит. Вот она пошла, наша Скарлетт-стрит.
Вот она пошла дальше, вот она пошла дальше. Так, кто-то видит Сезам-стрит? Все, я вижу Сезам-стрит. На западе от Сезам-стрит. То есть где-то условно вот тут, что ли? Ну нет, скорее имеется в виду где-то вот здесь. Бах. Всем привет! Доброго! Так, давайте теперь еще раз по карте разберемся. Мы прибыли куда нужно. Вот он, Скарлетт-стрит. На западе от Сезам-стрит. То есть условно, грубо говоря, где-то вот плюс-минус вот тут находится этот кабак. Называется он Золотой Угорь. Ну, погнали поищем нашего угря. Есть ощущение, что это он. Вход у нас где? А как зайти? Все еще Золотой Угорь. Как-нибудь сюда, например. Сюда. Как-нибудь через внутренний дворик. Помогите. Так, господи, что ты все тут переломали, посмотри на них. Негодники. Так. Someone must have landed hard on it. Так, кем-то проломили стол. Очки не интересуют нас, или интересуют все-таки? Интересуют все-таки. The lenses are very thick. The owner of these glasses is very nearsighted. Человек с ужасным зрением здесь получил по таблу. Окей. Надо будет обязательно запомнить эту улику. Какое месиво устроили. Типичная драка в таверне. That's a lot of blood. The victim was stabbed several times. Еще пырнуть кого-то за разлитое пивко? An ordinary kitchen knife. Sharp enough to gut a fish or a man. Окей. Кто-то видит еще что-то интересного? Даже птицу забили, изверги. Ты тут фигней занимаешься, да? Тут ничего у нас нема. Ну тут уже покрома не было. Кто-то закричал все сюда, и тут началось, но началось прям плотно. Хрена себе. Такс. Пробуем восстановить события. А ну-ка давайте-ка еще раз. Показания солдата. Торгаш врезал мне по лицу и разбил очки. А у меня других нет. Эти османские свиньи нас ненавидят. Сколько еще мы должны это терпеть? Показания бармена. Торговец пролил на матроса пиво, и все завертелось. Я помню, как матрос замахнулся на торговца стулом, но промазал и ударил рабочего. А больше я не видел ничего, спрятался за стойкой, чтобы переждать этот кавардак. Показания торговца. Тот матрос разошелся не на шутку, хотя я облил его совершенно случайно. Я упал на солдата, и тот набросился на меня, словно я во всем виноват. Мне пришлось защищаться, но потом кто-то ударил меня бутылкой, и я потерял сознание.
Показания рабочего. Сижу, я себе никого не трогаю. Тут торговец бьет солдата. И тот с размаху врезается в мой стул. Вот бы вы не взбесились, но я и схватил бутылку, да и треснул торговца по голове. Собственно, в начале бутылки не было. Это уже произошло после. Судя по всему, вот это первое. Затем схватил стул и промазал товарищ. Бах. Или долбанул кулаком, или схватил стул. Окей. Ломает собой. Нет. Но стул аж здесь, поэтому тут пока кулак. Дальше в ход идет бутылка. Или... Нет, тут уже бутылка должна быть. Ага, тут еще вот такой вариант. Слушай, ну стул тоже неплохо подходит, он как раз тут. Так, погодь. Какую мы сейчас сцену вообще рассматриваем? Третья или четвертая? Ой, они наложились друг на друга. Так, подождите-ка. Давайте по очереди. Давай сначала тут. Тут должен быть стул. Да. Тут. Тут. По идее, тут бутылка как раз-таки. Кровь у нас где была? И тут в ход идет нож. Или... Ага, тут в ход идет тот, кто зарезал. Ух ты! Так, давайте еще раз. Есть 3 действующих лица. Солдат, торговец, рабочий. Падаешь на солдата, набрасывается на тебя. Тебе пришлось защищаться. Потом тебя кто-то ударил бутылкой, и ты потерял сознание. Сижу, никого не трогаю, тут торговец бьет солдата. Блин, тогда получается, что рабочий. Вот тут. Да, давайте еще раз сверим. С чего у нас начинается драка? У нас начинается драка с того, что стоит чувак, проливает пиво. К нему начинает быковать матрос. Бутылки вначале точно не было. Он начинает быковать. У них завязывается драка. Огодь. Нет, все правильно. Тут лежит тот самый солдат с разбитыми очками. Он слишком близорук, и он точно не может в конце никого пырять, потому что у него разбитые очки, и он ни хрена без них не видит. Дальше. Подрывается рабочий, хватая бутылку. Режет первого. Его... Блин, ну если его хреначит стулом, он не может резать здесь. У нас здесь все с вами сходится к тому, что это убийца. Или... Это точно не убийца. Он близорук, и он с разбитыми очками, он бы не дошел и не пырнул никого. У нас есть 2 варианта. Либо это рабочий, либо ты... Кого здесь бахнули стулом у нас? Здесь бахнули в
тюбетейки товарища. Соответственно, без тюбетейки убивает, верно? Тан-тан-тан-тан-тан. И ты лежишь, тебя захерачили стулом. Слушайте, ну мне пока это нравится. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Что-то не то. Хорошо. Давайте пойдем от обратного. Тут у нас еще был вариант, что это делает человечек в тюбетейке. Соответственно, тут по нему не могут лупить. А, подожди, так это наложилась картинка одно на другого. Еще раз, кто говорит, что он схватил бутылку? Уф, какой квест запутанный. И хотя я видел его случайно и упал на солдата, и тот набросился на меня, словно ничего не видно, мне пришлось защищаться. Но потом кто-то ударил меня бутылкой. Тот, кто без тюбетейки, получил бутылкой. Должен лежать от бутылки. Правильно? Ты в тюбетейке, ты без тюбетейки лежишь. Окей. Что по стулу? По стулу. Ага, он у меня приложил, товарищ в тюбетейке. Уу! Ударил меня бутылкой, я потерял сознание. Ты, например, разбиваешь матроса. Нет, матрос не может лежать, потому что матроса в конце зарежут. Ага, вариантов-то больше и нет. Что ты, например, бьешь матроса, он падает. Но тогда кто тут зарезал? Да нет, потому что у меня получается, что он лежит и при этом бьет. А последовательность-то в начале это. Хорошо, вот поэтому сомнений нет. Тут однозначно все так было. Тут точно должен у нас лежать солдат в шляпе. Стула тут быть не может. Хотя есть еще один поломанный стул, вон. То есть вы 2 раза стульями херачились. Может быть, тогда ты должен был ударить его стулом для того, чтобы он проломил стол, и удара кулаком было бы для этого недостаточно. Может быть, в этом дело. И вон у нас есть еще один поломанный стул. Видите, он впереди. Ну и тогда тут полетел второй стул. Тогда тут не можешь быть ты. Но ты бы не мог его ударить. Ты близорук, и тебе вот там уже разбили очки. У меня вот 4-я абсолютно не сходится пока ни в каких вариантах. Нет, тут окей. Тут точно стул. Вот тут у меня не сходится. Тут должна быть бутылка. Да, и только так оно и остается. То есть ты пыряешь кого-то бутылкой, за это матрос тебя херачит стулом. Но в таком случае... В таком случае они оба лежат. И единственный, кто остается у нас здесь, это человек, который невероятно близорук. Ого. Но они-то оба лежат, смотрите, потому что тут этот в тюбетейке пыряет лысого товарища бутылкой. Затем матрос прикладывает человека в тюбетейке стулом, из-за чего он ничего не помнит. У нас тогда остается с вами единственный подозреваемый. Это тот самый близорукий человек. Серьезно, что ли? You're not even trying, Sherry. Concentrate. Так, а ну-ка погодьте. Сейчас мы вернемся к восстановлению. Пивко. Тут еще драка не начиналась. Тут начинался срач. Тут должно было произойти что-то серьезное для того, чтобы проломить тяжеленный стол. И рядом у нас есть еще один разбитый стул. Давайте вот эти куски. Тут у нас есть разбитая бутылка и кровь. То есть третья
точно у нас идет бутылка. 4-я идет 100% стул. И 5-я та самая лужа крови. Давайте еще разок. Давайте по каждому еще раз с самого начала. Вот у нас есть первый вариант. Нет, тут точно нет бутылки. Гарантированно. Тут у нас есть, например... Ну нет, тут всего 2 варианта. И бутылка здесь не может быть физически. Точно так. По первому мы уверены. Второй кусок. Похоже на реальность. Не похоже на реальность. Окей. 3-я. Вот что может быть другое. Не может быть. Тут 100% бутылка. Вот этот кусок 100% бутылка. Нет. Да. Точно. Хорошо, пока вопросов нет. Тут. Раз вариант. Там разбитый стул. Бах. Хорошо, а теперь мы смотрим. Давайте еще раз. Вот он лежит лысый, а вот лежит в тюбетейке. Убийца только может быть слепой. У нас просто больше нет вариантов. Они физически не могут быть. Они оба лежат. Одного пырнули бутылкой, второго расхерачили стулом. Но что-то не то. Но что-то не то. Где-то мы ошибаемся. Вот он, поломанный стул. Хорошо, единственное, что мы можем поменять, как бы единственное, что вызывает вопросы, это то, что ты мог его долбануть не стулом, а кулаком, из-за чего он проломил стол. Я больше не вижу вариантов, где мы можем хоть что-либо поменять. Единственное, где мы тупили, это то, что вот тут был удар. То, что был удар рукой, а не стулом вторым. Then the sailor knocked the worker out with a chair. The soldier is the real killer. He wanted to knife the trader but killed the sailor due to his poor eyesight. Окей. Ответ очевиден. Настоящий убийца — солдат. Он захотел заколоть торговца, но из-за своей близорукости убил матроса. Они, как я понимаю, в полицейском участке. Это говорит о том, что нужно поговорить с фигурантами дела. Да, мы все правильно отмечали, только там был удивительно сильный удар стулом, а не удар... В смысле, удар не стулом, удивительно сильный удар кулаком, а не стулом как раз таки. Так, я так подозреваю, что они в полицейском участке сидят. Откуда мы еще могли об этом узнать? Где полицейский участок? Здесь. Это не к вам? Явно не здесь. И здесь, в тюрьме, подозреваемые все-таки. Нет. Нет. Мимо. 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 Откуда у нас этот квест? Тут не написано. Из отчета. Где вы можете быть?
Чатик, кто-то помнит, мы просто уже давно брали этот квест, уже прошло прям несколько месяцев с того, как мы брали этот квест. О, надо переодеваться. Тупо не помню, куда квест сдавать. Есть, может, кто в чатике, кто недавно проходил Шерлока и помнит? Блин, ну они должны быть где-то в участке. Это же логично. Раз они подозреваемые. Миша, нужен следственный эксперимент. Помогите. Понимаю. Что, никого не в чатике, кто помнит, куда это сдавать? Это жаль. Is this familiar to you? Oh, I don't know about that. Ask one of the others. Неужели не тут? Блин, и правда не тут. Слепого нужно искать у окулиста. Ну или в оптике, для того, чтобы он покупал себе новые очки, и мы там его сразу приняли на этом месте. Ну, звучит, конечно, круто. Всем привет. Здорово. Ой, где же мы сдавали этот квест? Инспектор, помоги. Do you know anything about this? Unfortunately, my casebook is empty on this. Будь ласка. Блин, может быть, You have 3 people detained on suspicion of murdering a sailor in a bar fight. О! All evidence indicates that the soldier among them is the true killer. He was the last man standing. Very well. Soldier or not, he'll get what he deserves. I'll see to it personally. Nice work. Try solving another case. It seemed you have a knack for it. Да, давай, легко. Какое? Так ты мне сказал еще одно дело. Дурик, где мое дело? Давай, дело. Any progress with the case, Mr. Holmes? Насчет чего? Ты же мне ничего не дал. Че, все? Серьезно? У меня остается всего... Последний квест — это квест с моей матерью? Ничего себе. Боже, мы почти прошли игру. Ничего себе. Ну окей. Макияж. Легкий. Легкий синяк. Грим под художника. Легкий макияж и еще никому не вредил. Прекрасно. Так. Возвращаемся к длинному, очень запутанному квесту с матерью. Что у нас было? У нас была мать, которая потихоньку сходила с ума. Ее картины становились все страньше и страньше. К ней направили врача. Врач говорил о ее психических отклонениях. И мы с вами нашли целую запертую комнату. Вот это то, что у нас на данный момент было. Бутылочка со следами неизвестного вещества, она плотно закрыта, этикетки нет. Погнали, сделаем химический анализ, наш любимый. Ой, ну такие анализы мне уже нравятся. Боже, а можно все анализы будут вот такими? Класс. Анализ на 2 ингредиента, это мне нравится. Судя по результатам анализа, это полученный из грибов галлюциноген. Посылка от Фогеля. Вернер Фогель приготовил мне подарок. Он сказал, что эта вещь принадлежит моей семье. Ее доставили к парадной двери особняка. Погнали посмотрим. А где наш особняк находится? Тут, по-моему. Где наш семейный особняк? Это?
Фогель — это тот самый чечек, с которым мы познакомились в самом начале возле кладбища. Кто мне подарок, он скажет, что здесь произойдет моей семьи, ее доставили к парадной двери особняка. Но вряд ли бы ее заносили внутрь, верно? О, думаю, что речь вот об этом прекрасном ящике. Да, Фогель? It's a bizarre object, and yet oddly familiar. Yes. A room full of curiosities and artifacts. I think I can find it in the manor. Весьма неожиданный поворот в игре. So, you continue to pursue the imaginary. I had hoped you might have got all this out of your system by now. Mycroft, what are you doing here? Get out of my house. It's my house, actually. I've come to bring you back. I have no interest in returning, let alone with you. I know you lied about Mother all these years, claiming she was merely ill, but she was unstable. She never had tuberculosis. She was not recuperating, but mentally deteriorating, and you never once thought to tell me. How dare you? I shall not indulge this petulant tantrum. You can just tire yourself out and then slink back to London with your tail between your legs. Just tell me everything. I'm an adult now. Show me the basic courtesy of an explanation. You know I will find out eventually. The goal was stability, and that's what you got. The right thing for everyone was to try and move on from her passing. The consequences of one's actions determines what is right or wrong. Yes, exactly. The ends justify the means. After leaving Cordona, Sherlock, you had a normal childhood. In London, I was able to support you, guide you, shape you into a fine and productive young man. You have so much potential, so much to offer society. But that's not the end. Now I found the truth, and it has shattered everything I knew about her, about you, and about myself. I feel unstable because of you. Your actions were not justified. Lying never is. Oh, grow up, Sherlock. It was a white lie which has as much use in the realm of the interpersonal as the international. It is time you come to accept that some things are bigger than yourself. Oh, you are full of it. You like to pretend you care about the big picture, but it's just an ego trip. You like knowing more than others. You like greasing palms and rubbing shoulders with the rich and powerful. You like having eyes and ears everywhere. The fact it helps the nation is incidental, because all you care about is yourself. It's true. I have agents everywhere, including Cordona. If you weren't so damn stubborn, you'd realize that means I'm only here for you. Интересно. Миша, тебе тоже нужно накраситься для полного погружения? Ладно, давайте уберу макияж, чтобы он никого не смущал. Майкрофт явно темнит, это понятно, но есть такое ощущение, как будто он нас хочет уберечь от какой-то сильно неприятной правды. Ко мне снова возвращаются образы прошлого. Я помню, как осматривал крупные белые кости, помню отражение в лупе и голос матушки. Дело было в комнате, где хранились редкие вещи. Комната находится около одной незаурядной картины на первом этаже особняка. Первый этаж особняка возле одной незаурядной картины. Все. Убрал макияж, чтобы вас не смущало, часик. I remember returning home with a pair of perfect sticks. We wanted to turn them into training swords. Oh, that's right. We stood there, frozen, staring at something huge in the main hall. Что это?
It was a giant aquarium with a living mermaid in it. Impossible. It must have been something else. То, Of что course, that mortifying hoax прислали. presently taking up space in our front yard. Well, fine. Your memory's better than mine. But I'm sure we started examining it immediately. And someone else was around too. И кто-то еще. Матушка, Фогель. Родственник It was my женщины. mother. She asked what I thought of the artifact. You were really concentrating and holding something in your hand. Лупа. I inspected it with a magnifying glass and was able to confirm it was made of two different skeletons. The mermaid was a fake. And so it was time to smash the thing. Your mother took a hammer and... Slow down, John. That's not how it happened. I remember other people joined us. Майнкрафт. The workers took the artifact and placed it into the cabinet of curiosities. It became part of Mother's collection of fakes. She always said that the truth lies in the details. This mermaid helped me to learn that. И теперь у нас есть доступ к комнате, которую мы не помнили. Ah, yes, my mother's studio. She was an authenticator, and this was her cabinet of curiosities. I never saw the point. What does it matter if some artifact is real or not? It still exists. Mother said this was among the hunting trophies of a Scottish Viscount. So he tried to persuade everyone that his forest was inhabited by these beasts. It would have been thrilling if it were actually true. One of the most ridiculous fakes I ever saw. Its owner insisted it was a polar bear. He thought the white paint on the brown fur wasn't noticeable. И, кстати, другого цвета кожи, по-моему, у белых медведей. Она то ли черная, да, по-моему, черная. I remember this cozy blanket. It was perfect for... Wigwam! Oh, that was a joy to build them. Imagining ourselves as wayfarers on the other side of the world. Ну, очень красиво сделан вот этот кусок Шерлока, который поделен между его воспоминаниями и странным домом. Прям красиво сделанная часть. А часть с особняком, она действительно достойна основной линии сюжета. Тут не поспоришь. Oh, I remember these. We used them to spar together until Mycroft found out and forbade us from using real weapons. А что это? Это копья какие-то? Ну, это даже скорее пика. Забавно. So many calling cards. Mycroft liked to keep useful people at hand. Officer Luciano J. Placido. Кто это? Reliable and driven. I recognize Mycroft's handwriting. Уважаемый мистер Холмс, примите мою искреннюю благодарность за помощь с разрешением той щекотливой личной ситуации. Боюсь представить, что произошло бы, если бы не ваш зоркий глаз и светлый ум. Спешу заверить, если наши пути вновь сойдутся, вас встретит признательный друг, судья МакДугал. Интересненько. Щекотливой личной ситуации. Что-то явно семейное. Что бы, если бы не ваш зоркий глаз и светлый ум. Интересненько. This drawer was always closed. Only Mycroft knew how to open it. I remember we tried to break it open and spy on him, but alas, had no success. Maybe today's the day. Oh, Sherry. Может быть. Но мы еще тут чего-то не нашли. Ага, еще одно письмецо.
Dated 24th of April, 1869. Окей. Carefully opened. Мистер Майкрофт Холмс, с настоящим уведомляем, что суд над доктором Отто Рихтером по обвинению в смерти миссис Вайолет Холмс будет вести судья МакДугал. Вот и всплыл. Ваша просьба о закрытом слушании удовлетворена. Также уведомляем, что сторона обвинения вызывает вас на слушание по делу доктора Рихтера в качестве главного свидетеля. Вам нужно явиться в уголовный суд Кордоны в указанную на обороте дату. Ого! У нас есть братец, который сильно не хочет, чтобы мы узнали правду про смерть матери. И наш братец, как оказывается, мало того, что был главным свидетелем по делу, у него еще и была лично благодарность от судьи, который вел это дело. Товарищ Майкрофт. Интересненько. Look, it's Roger. This jolly old man's well preserved. Even looks refreshed. I doubt he drew much interest at the auction. That's for the best. I'd be upset if he fell into the wrong hands. Доброго дня, вже це ДНД-ки від мене Харсон. Що відміняє? В нас завжди один вихідний на вихідних. Все чесно, просто так вихідний мав би бути сьогодні, а так вихідний в нас буде завтра в неділю, а сьогодні якраз будемо далі проходити Шерлока. І можна від сьогодні закінчимо гру. Я хочу домой такого Ктулху. Ктулху в Тагн. Боже, какая бусинка. Только у нее крылья должны быть побольше. The so-called mummy of a Persian princess. The defrauders did good work, but missed one small detail. It's the mummy of a man. And this one was brought from a German museum. They claimed it belonged to Vikings. Nonsense, of course. Vikings never had horns on their helmets. Это факт. История про рогатые шлемы викингов пошла от оперы Вагнера, которые рисовали как раз викингов с рогатыми шлемами. Это оттуда популяризировалось, то есть реально конец 19-го, начало 20 века. Обрывки диплома из хранилища редкостей. Кто-то разорвал его на несколько частей. Я сложил обрывки и перевел текст. На дипломе написано: ученый совет в лице ректора Женевского университета подтверждает, что господин Отто Рихтер успешно прошел установленные законом экзаменационные испытания и присуждает ему степень доктора медицины вместе с соответствующими правами и привилегиями. А что это делает у нас? Wonder why someone would do that. Например, наш братец, который поменял ему это на невиновность в суде. The Tulpa. Studies in Tibetan mentalism. Интересненько. An impressive number of bookmarks. Someone was rather obsessed with this subject. Это что за книженция? Можем посмотреть. Ну ладно. Личные записи Отто Рихтера. Мистер Холмс интересно не только как пациентка. Миссис Холмс интересно не только как пациентка, но и как идеальная подопытная для проверки ряда гипотез. Я намерен раз за разом возвращать ее мысленно в обстоятельства, провоцировавшие душевный недуг. Полагаю, что ее разум таким образом смирится со случившимся и вылечится сам собой. Я полностью уверен в своей гипотезе, осталось лишь ее доказать. Мне повезло проводить столько времени с Холмсами. Возможно, заодно удастся выяснить, передались ли детям особенности психики матери, будь то таланты или расстройства. Очевидно, что все члены семьи обладают выдающимися умственными способностями. Похоже, болезнь матери дурно влияет на психику младшего сына Шерлока. Старший сын не позволил мне провести полноценный осмотр, однако я выяснил, что мальчик страдает галлюцинациями. Они проявляются в виде воображаемого друга по имени Джон. Джон, ты слышал?
Любезный братец, говорят, ты недавно прибыл на Кордону. Неужто хотел повидаться? Хоть мы с тобой ни разу не сошлись во мнениях, лично я скучаю по нашим вечерним беседам. На Кордоне недавно открылась замечательная галерея. Я бываю там по четвергам, заходи и ты. Да, кстати, Клауса можешь не искать, это имя осталось в прошлом. Письмо Отто от брата. Ты вымышленный? Да быть того не может. Все в раке. The full plate armor of Sir Robert Saunford. I was told my father won it in a wager. Armour is armour, but look at his sword. Oh, how badly I wanted to wield the blade. Maybe you take it instead of your pistol. I'm starting to remember something. Погодь. Как-то утром, много лет назад, мы решили проследить за Майкрофтом и выяснить, куда он убирает ключ от ящика. Раннее утро, шаги. Memory comes back. We snuck about watching him. He closed the drawer and went to the hall. We were like two shadows crawling behind him. Вышел в вестибюль, а мы крались за ним, как две тени. Так. Мужчина униформа. He opened the door to the postman, and they exchanged documents. If it was a real postman, of course. Так. The painting on the wall was slightly atilt. He stopped and straightened it. Хрена себе память, Шерлок. Then he threw some logs into the fire and sat in his armchair to read. It's as boring now as it was then. I'm sorry, Sherry, but I think that's it. Wait, John, we never use the fireplace in the mornings. What if... A bit of juniper in the fireplace created a soothing atmosphere. It's the little things, isn't it? I think this is what we're looking for. Легко. Я сейчас думал, что картина. Что зачем картина висела ровно, и он за ней спрятал. We made it. So what's there? Да? Gifted by Queen Victoria herself. Ни хрена себе, Майкрофт. Single malt whiskey. Mycroft's favorite. Но походу пустая бутылка хорошего односолодового виски, любимого напитка Майкрофта. Мы нашли ее в запертом ящике стола в шкафу среди кипы важных бумаг. По всей видимости, это подарок Ее Величества королевы Виктории. Ни хрена себе! Dossiers on the most influential people on Cordona. Mycroft always had a habit of building files on everyone he met. Окей.
И какая-то папка. Отто Otto Рихтер. Richter. Ух ты. This one is rather thick. Mycroft can be truly dogged in his research. Отто Рихтер. 45 лет. Родился в уважаемой семье в Берне, Швейцария. Не женат, наследников не имеет. Практикующий врач. Окончил Женевский университет. Из-за мелкого скандала во время учебной практики степень присуждена с опозданием на год. Родители умерли от холеры в 1863 году. Из родных остался только сводный брат Клаус, 35 лет. Местонахождение Клауса Рихтер в настоящее время неизвестно. В последний раз его видели на кордоне. Но вот, судя по всему, когда он это письмо и присылал. Миша, подскажи, плиз. А то я забыл, это воображаемый Джон был реальным братом или просто воображение? Нет, это воображение. Суть пока что истории, для тех, кто не видел предыдущие части, в следующем. У нас есть Холмс, у которого это первое дело. У него мать, которая страдает явно психическими заболеваниями. У нее дома был врач, который длительное время ее обследовал. С каждым месяцем ей постепенно становится все хуже и хуже. С самого детства у нас есть наш выдуманный друг по имени Джон. Вот он, собственно, стоит. Так же, как он общается с нами, он так общается с Шерлоком с самого детства. Майкрофт утаивает все о смерти нашей матери и не рассказывает ничего. При этом мы нашли, что он был главным свидетелем по этому делу, и судья был с ним, скажем, в дружеских отношениях и был ему должен. Вот это то, что мы знаем на данном этапе про этот дом и про смерть нашей матери. Ради чего мы, собственно, сюда и пришли? 1852, Bingley, West Yorkshire. This photo caused a lot of fuss. My mother spent some time to prove it was a fake. Another fake Holy Grail. Its owner claimed to be the heir of King Arthur. Scarcely believable. He also insisted a deadly rabbit was hunting him. Да, кролики-убийцы — это страшно. Watkinson and Holman, Chapter 1, by Wallace Dioram. Oh, Mycroft. He always acts so serious, but then reads tripe like this. John, if I remember correctly, you couldn't put this book down. Так, мы смотрели все. И даже выполнили наш небольшой спор. I used this ladder to look at the top shelf, right? On the day of Mother's breakdown upstairs. Right you are, Sherry. Что ж тебе там надо было, друг? А мы не можем взять ту стремянку? Нет, 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 не Full доспел. plate armor of Sir Robert Swanford. I was told my father won it in a wager. Миша, ищи, там еще должен быть ковчег. Вполне возможно. We heard a noise. I can't recall of exactly what, and we didn't have a great view from behind the statue. Books and papers from the table somehow ended up on the floor. Now it's coming to the surface. I feel it. Вы настолько наркоманы? Ну, раз шла речь про стремянку, то так. Вот это вы, конечно, отбитки, ребята. Нет, то, что статуя закрывала обзор.
Ну, это вряд ли. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Да? You're not even trying, Sherry. Concentrate. Погодь. Значит, мы все-таки были на столе. Не настолько мы наркоманы были в детстве. Come on, Sherry. Let's go outside. Wait. Did you hear that? Come here, Sherry. You call this progress? Charlatan, amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again. А, и So тогда он и there порвал was a quarrel диплом. between them. Это случилось 9 апреля. Вскоре после сцены в комнате Вайлет Шерри захотел поиграть с артефактами в хранилище редкостей, ну а я, разумеется, пошел с ним. Там мы случайно подслушали разговор Майкрофта и Отто Рихтера. Брат Шерлока был зол. Он считал, что доктор Рихтер лечил их мать сомнительными методами, которые скверно на ней сказывались. Он назвал Отто шарлатаном. Интересно, связано ли это с отваром из псилоцибина, в I котором heard a нашли? noise in the hall. Let's check it out. Погнали. Sherry, look. We've got a parcel here. Уважаемый мистер Холмс, приглашение от Фогеля. Фогель, для тех, кто не смотрел предыдущие стримы, очень странный, невероятно богатый персонаж, который знает, черт возьми, сколько про нашу семью, который владелец галереи с весьма странным современным искусством, и он всячески с нами заигрывает и подкидывает нам различные интересные загадки, которые ему любопытно посмотреть, решим мы или нет. Уважаемый мистер Холмс, жду вас в особняке Курта Матчиноса на Торквис-Лейн, через дорогу от аббатства Кордоны на севере Гранд-Сарая. Приходите немедленно, если не можете, приходите все равно. Всегда ваш Фогель. По скрипту. Чтобы избавить вас от лишних трудностей, высылаю подходящий наряд, надеюсь, он будет впору. An invitation that comes with a mask. We can't miss this, Sherry. Что там за подходящий наряд? Да? Да? Хочешь быть матросиком? Нет, все-таки будешь мороженщиком. Ладно, в таком виде я готов. Так, куда ты говорил нам прийти? Приглашение от Фогеля. Жду вас в особняке Курта Начос на Торквиз-Лейн через дорогу от аббатства Кордоны. Аббатство Кордоны. Аббатство Кордоны. Аббатство Кордоны. Аббатство Кордоны. Аббатство Кордоны. Торквиз-Лейн через дорогу от аббатства Кордоны. Бам. Ну что, сынок? Кстати, быстрее начал курить. Look, the cutest thing you'll see all day. Hamlet staged by children. Что? Где-то здесь. Ну вот, кстати, подходящий. Но нет, это сам
через дорогу. Может быть, вот этот особняк, речь идет о нем. О, да. Тут такие же клоуны. А у вас не кислая атмосферка. Help me, please. Don't take it personally, sir. But I know nothing about this. Понятненько. Welcome, sir. I do hope you enjoy yourself. Удиви меня, Фогель. Мадам. Enjoy the evening, sir. There is still plenty of time before the grand finale. All right. Та, знайшов однодумців. Руки на стол плюс. Обычно в таких местах происходят What if I write an не article самые about these приятные people? вещи. Can you help me gather information about Cordona's elite? Интересненько. Джон попросил добыть сведения для сенсационной статьи о здешних богачах. Ну, это пока может точно подождать. My goodness, Sherlock, they made a blood fountain. No, John, it's definitely not blood, just wine. Gahors at a guess. Do not distract me. It's not easy to play blindfolded. Ну, я бы пообщался с кем-то из вот Can I этих ask you a дам. question? No, I've never heard of it. But I can help you with something else. С математикой. Мне кажется, эта дама прекрасный математик. I need a rest from my insatiable life. Какое удивительное... Помните, я вам говорил, что Фогель интересный персонаж? Так вот. Sherlock, friend. I wasn't sure you'd come. Собственно. Werner, I see you are not yourself. The more time you spend here in Cordona, the more I feel it my duty to bring you into our world and show you all we have to offer. And what is on offer today? Pleasure, indulgence, relief, and relaxation. You've earned some time for yourself, have you not? Those who know me would say I'm incapable of it. Nonsense. I refuse to believe there is anyone permitted to know Sherlock Holmes. You may be right. Then free yourself from inhibition and expectation. The night is young, and so are the guests. You should try to enjoy both. It's not healthy for handsome men to spend every night alone, and certainly not in a house filled with such melancholic memories. I must admit, my travels have proven more taxing than expected. I'm less confident in my life and myself. A time of relaxation seems a distant dream. So can I tempt you with a physical aid to your moral consolations? There's wine, of course, and something to smoke, or perhaps an artificial paradise? Yes, something more spiritual, a potentiator to sharpen the mind. A 7% solution of, well, that'd be telling, but you must try it. Это почти прямая цитата, насколько я помню, из книжки. Он же в книжке тоже употреблял. Это безрассудно, это бессмысленно. А где вариант «да»? My mind is my most valuable asset and a finely tuned instrument I will not risk impeding its function.
My ultimate duty is to provide the world with truth, and I do that perfectly well as is. Duty? You've never cared about that before. Of course I do. Exposing a lie, revealing a fact, that is a moral responsibility. That's not morality. Morals are what happens afterwards when truth collides with consequence. Do you ever follow up on cases you solved? Do you ever see what happened next? Visit the victims? Ensure justice is served in the courts? And how do you choose where to direct your attention? Are there not deserving causes to which your brilliance could be applied but isn't? You ascribe me more power than I possess. I have a narrow skill set and work within that mandate. What occurs afterward is irrelevant. With every action or inaction, you place a finger on the scales of morality. Many in the city would see you as abdicating your responsibility. I haven't. Not me, of course. Morality is subjective, just like truth. There is little to be gained from indulging in it, and far better things to indulge in. Now I must insist on easing any burdens I've placed upon your shoulders. Show yourself a kindness, and try this rather delectable concoction. Такой дьявол на Фогеле просто. Так рассказывает красиво. Рассуждение похоже на доктора Хауса. А мне знаешь, кого Фогель напоминает? Он мне очень... Вот вообще вот эта стилистика диалогов, кто играл в Ведьмака «Каменные сердца», самого господина Стекло, он очень похож на Фогеля. Вот только понятно, что Фогель поменьше будет. Но сам вот стиль подачи и того, как он завлекает, ох, как похоже. Только в начале, а не в конце, понятное дело. If this solution truly does Зеркало, да. then perhaps it would be puerile to overlook an opportunity to study it. Стекло это у этого, у Шьямалана. Yes, Sherlock. Very good. And now, our evening begins. Спрячу вебку. Mine's delightfully impaired. Please take this key. It opens the altar room, past the library. Pardon? Altar room? What now, Werner? Та, там. Це українська студія, і в них там купа ігор про Шерлока. Це остання з них. Не видно. Well-known and recent plays to keep up to date with the current trends. Romantic poetry and prose. Someone's in touch with their feelings. Codex Orchis. Why does this occult book sound like a flower? Сам Конан Дойль же тоже был любителем подобной мистики, спиритуализма и так далее. Добрый вечер. My God. Was he here this whole time? Не, нема. Вона без української локалізації. Так. A blunt force trauma may have suffered an internal hemorrhage. Есть специалисты по цветкам, это ведь орхидея. Ну, просто книжечка как раз лежала. This crude tattoo partially covers as slave branding.
dagger is heavy and sharp, but lacks balance. Скорее какой-то выставочный или коллекционный ножик. This golden handle has a bloodstain on it. Интересненько. This worm-like sigil has been drawn with his own blood. The victim has clenched the fabric so firmly in his fist that it's nigh impossible to remove it. Мистер Фогель, вы видели, что у вас тут еще произошло? А что мы еще не осмотрели, интересно? Рана. The wound is deep. A precise strike reached the heart. He died right here. Хрена себе местечко. Причем, судя по народу, который куражится сзади, никто как бы и не планировал вызывать полицию особо. Фогель, друг, ничего об этом не знаешь? Дай угадаю. This elaborate box must be for the ritual dagger. Охренеть. This oil has a slight aroma of flowers and olive. Может, все-таки курительные смеси и вино? Да, по-моему, да. This one looks like a twisted symbol of Venus, drawn in a hurry. Ну, а это, соответственно... The sign reminds me of the astrological symbol for Mars. Как бы мы-то еще одно тело не нашли, женское. А это что за пятно? Так, Фогель. Какого хрена? Werner, care to explain what is going on here? On nights like these, it's not unusual for some attendees to get a little exuberant. It's part of the appeal. Unfortunately, it appears things have gotten out of hand. Yes, some are more prone to bend the rules of morality. That's murder. I doubt there's anything left to bend. Why did you not tell me immediately? We were chatting about trivial matters for some time. If I'm completely honest, Sherlock, I've consumed a rather potent cocktail of substances. My attention slips and drifts, but I'm glad I thought to call for you. You sent me a disguise. Oh dear, did I? Well, since I found the body, Mr. Manchios has agreed that you can investigate the matter. I promise my mind will behave itself going forward. All right, and pull yourself together, Werner. Ну, это, по-моему, бесполезный вопрос. Unaware of this tragic event? Some of them may be hiding behind their masks. They conceal many things. But we didn't want the authorities to create more problems. Besides, after a few cocktails, their incompetence will have soared to new heights. How do you know I even want the case? I promised you relaxation. If there's one thing I know about you, Sherlock, it's that nothing soothes you more than a good mystery. Huh. Okay. How did you discover the body? In between guzzles of alcohol? I was set to perform in a fecundity rite with Fabio and came to inquire further. It was a staged ritual where he was to play the principle of life. And the rehearsal was unsuccessful? Who knows? I found him alone on the altar, his blood dripping to the floor. And then? Then I called Mr. Manchios. He was panicking, so I told him about you. We left the room and locked the door. Then we were... filling time? Waiting for you was stressful. We indulged in some simple comforts. Overindulged, perhaps. Mr. Manchios is the owner of the manor, yes? And the host of Cordona's most memorable parties. He promises even the ugliest guest a partner for the night. And for the ones with more unconventional tastes, Mr. Manchios provides other services. What a caring person. You cannot begin to imagine. Ух, компашка Were тут you well собралась. acquainted with Fabio, the victim? Everyone knew Fabio, or wanted to. His beauty was the talk of the island. Too handsome to go unnoticed. He was magnetic.
Fat wallets fought for the privilege of having him. He offered the pleasures of performance and more. Сказал же, When you что discovered the закрыто. body, was the door open? No, it was locked. Oh, that reminds me. It's a minor detail, but the first time I came to speak to Fabio, I left without entering, having been unable to open the door. You didn't have the key? No, I had it. Don't look at me like that. I was mostly sober. I suspect there was a key in the other side of the door, blocking the lock. That detail may very well be major, Werner. Well done. So you returned later only to find the lock was not blocked? Correct. After an hour had passed, I tried again and was able to unlock the door. That's when I discovered poor, handsome Fabio. What about the fertility ritual? There was something about Fabio being a principle of life. Fabio was supposed to portray the beauty of life's origin. Flowers, oil... Not this travesty that seems straight out the Inquisition. So this ritual is not the fertility rite. What was it meant to look like? It begins with a woman lying naked in a flower bed on the altar. She represents Gaia, the earth. As I cover her in oils, we chant for the principle. As our calls reach a climax, Fabio enters and copulates with her. After he finishes, I stab her with a dagger. That part's just pretend, of course. But the intercourse is not? I did not expect you to be such a prude. Are you a virgin? It is nothing to be ashamed of, but it would explain the color of your cheeks. The fertility rite marks the start of our festivities. The principle of life is beautiful, intimate, essential. It must not be stopped. Yet it appears that someone did stop it. What about the naked woman? Can you tell me anything about her? Oh yes, Matista. She's one of Fabio's compatriots and a performer too. I haven't seen her today, actually. Такс. Ну, у нас есть первая подозреваемая. Тут что-то интересного имеется. Similar to the guests' robes, apart from the bloodstains. Окей. Handcrafted and luxurious cufflinks. There's also a note. For my Fabio, Manchos. The capital F on the key fob might refer to Fabio. The key is similar to the one that Vogel gave me. Would you recognize me in one of these? I suppose not. This is a different ritual. Я нашел сценарий какого-то ритуала с припиской в начале. Прочесть и отрепетировать. Манчос. На алтарь посреди цветов ложится обнаженная женщина, Гея, мать земли. Тот, кто проводит ритуал, поливает ее маслом, чтобы пробудить утробу богини. Участники ритуала вместе взывают к тому, кто утолит тоску Геи. Затем выходит мужчина, олицетворяющий источник жизни, и сходится с ней в порыве страсти. То есть в этом ритуале нет только истории про нож в конце. Записка от Манчоса. Матиста. Не обделяй гостей вниманием, им с тобой скучно. Они не желают выслушивать твои бредни. Дай им понять, как они прекрасны и какой ты можешь быть щедрый. Ты здесь для того, чтобы дарить им удовольствие и украшать жизнь. Не забывай, что каждый гость дорого заплатил за время с тобой, Манчос. How can anyone accept such behavior? A useful tool for a disguise arsenal. В этой игре открытый мир, в двух предыдущих линейный. В Devil's Daughters и Crimes and Punishment, с которым проходили линейный, тут мир открытый. Вот мы, собственно, 20 часов на основной квест, наверное, потратили часа 2, остальные там 18 или даже 20 часов мы занимались побочными квестами.
The pitcher is empty, but with puddles around it. Вот это сейчас линия основного сюжета. Blood clots are adhered to the sides of the drain. Props, decorations, and tools for a more detailed set. Identical to the robes the guests are wearing. Есть ли еще что-то, что мы здесь не осматривали? Вроде все. Ага, вот этот кусочек мы еще не осматривали, кстати. Enough cigars to burn down the entire mansion. Why don't people tidy up after themselves? А вот это же не так An весело. open wound spoiled the carpet. Кто-то огрел Blood. кого-то по голове. A sturdy bottle met a not-so-sturdy human. It didn't break only because it was unopened. Давайте еще раз зайдем в гримерную. Ну, мы тоже все посматривали. Окей. Фогель. You've got a lot to do, Sherlock. Такс. Здесь гости могут курить в тишине и покое. Ковер забрызган кровью, на полу запачканная бутылка. Ага, вот что надо было запинить. И вот тот самый след. A person leaned against the doorframe. They left a smudged trail of blood. A bloody handprint on an armchair. The wounded person was here for some time. There appear to be no further traces leading to the altar. So, Sherry, do you have any ideas about the case? Perhaps, perhaps. I think I can deduce what happened here. Ну, давайте попробуем. Шо? Да, я тоже не понял, да, почему-то. Так, погнали. Это однозначно так. После такого удара ты мог бы сам... Нет, это стул опрокинул, скорее всего. На это оно больше похоже. Так, ух ты ж, нифига, сколько тут составных частей. Пытался вымыть руки. Скорее уж так. Сама жертва бы вряд ли могла после такого.
пока мы говорим о неком неизвестном. Задушил. Или зарезал. Хорошо, мы тогда говорим о том, что кто-то долбанул его бутылкой, притащил сюда и вставил нож в уже мертвое тело. Но это невозможно, потому что он... Явно так, потому что нам говорили, что он сжимал одеяло под собой. Это могло быть, когда его душили, но в таком случае вот это не сходится. Блин, ну если не брать одеяло, то все остальное ок с ножом. Давайте попробуем. Что здесь? Держал дверь. Вставил ключ. Ключ получше будет. А есть чтоб ключ? О, вставил неизвестный. Что мы скажем на такое? Да. The bottle was used as a weapon during a scuffle in the smoking lounge. Then, to ensure no one would interrupt, the murderer locked the door. The unconscious body of the victim was moved to the altar room. Once the body was on the altar, the murderer thrust the dagger into the victim's heart. Symbols were drawn with the blood. The wardrobe was used to hide the bloodied robe from anyone's eyes. The killer washed himself and took a clean robe from the hanger before leaving. Are you all right? You're on the floor, not moving. I think I know what happened here. Фабио положили на алтарь и принесли в жертву в ходе оккультного ритуала. Фабио убил... Да, давайте сначала пособираем все, и потом... Это уже не сходится. Так... У убийцы был ключ, без которого не попасть в комнату с алтарем, которая заперта. Чего там в журнале? I'm starting to put the pieces together. Fabio was stabbed. I see nothing gets past you, Werner. Yes, he was stabbed, but only after being knocked out in the next room and placed here. I do not yet know why. So, who's responsible? Well, it was one person working alone, and the murderer has now donned a robe. He or she could be hiding in plain sight. We have lost time, Werner, but your discretion may prove to be a benediction after all. The murderer had to have access to this room. After the crime, he used his own key to lock the door. So, who had the key to the altar room? I'm not sure. As a special guest, I was provided one by Mr. Manchios. He should be able to tell you of any others. Where can I find him? Most likely in the main hall, entertaining his guests. He has a mask with golden stars. You can't miss him. But please be discreet. We don't want to risk disturbing the revelry.
Sherlock, don't forget to find the information I need before the guests leave. Да не, гости подождут. Это разве не главный зал? You know what's here. You know. Архитектура оккультизма. Странное место. You know what's here. До Манчесов особняк принадлежал архитектору, который увлекался оккультизмом. Он всю жизнь стремился воспроизвести описанный в старинном фолианте могущественный ритуал. Обычные магические круги оказались недостаточно мощными, и он возвел этот особняк. Можно заметить, что его стены образуют оккультные символы, а кое-где есть загадочные ниши. Однако архитектор исчез, а в доме осталась только кучка пепла на полу. Возможно, он достиг своей цели. That's what I like about this party. Bring me more dirt, Sherry. One more piece, and I can expose these base hedonists. Дамы? Nancho's had to enforce the masks. Уволили после того случая и графиню. Нет, солнышко, спасибо. Nancho's had to На предыдущем званом вечере произошел скандал. Прусская графиня застала своего жениха, заместителя губернатора Каудена, в компании молодых людей. Союз имел исключительно политический характер, но чувства графини были подлинными. После этого случая отношения Кордона и Пруссии разладились. Мало кто выступил против заместителя, но губернатор его I'll pin them уволил. down, Biscoop. Thank you, Sherlock. Так, где это наш красавец с золотыми звездами? Чатик, у кого здесь есть золотые звезды? Здрасте. Kurt Manchios, I presume. I'm Sherlock Holmes. Oh, you must be the one Werner told me about. What a sweet voice you have. It must belong to a handsome young man. Can I call you Sherlock? As you wish, Mr. Manchios. Mr. Vogel asked me to help you. The body in the altar room requires answers, and quickly. I suspect the murderer to still be here. What? Lower your voice. I don't want anyone to hear us. Did you know Fabio well? People are starting to look at us, Sherlock. Change the subject. I can't believe what happened to him. To me. Such an atrocity. Think what it means for me. A wonderful evening for so many good, influential, and rich people has been ruined. I have betrayed all my promises of exotic delights. I don't understand. Surely a murder would affect your reputation to a greater extent. Please, isn't this why you are here? I thought you were a silent magician. Do your tricks and make it go away. Ого. I need to find all those who had the key to the altar room. As far as I know, Mr. Vogel, Fabio, and you had access to it. Is that correct?
That is correct, yes. Also, Matista and Santos. Santos? Who is that? Santos Pinchetti, my major domo. In his opinion, at least. I'd like to speak to Mr. Pinchetti and Matista. Do you have somewhere I might have a private conversation with them? Of course, of course. Let me think. Matista is entertaining the guests somewhere, and Santos... Oh, yes. He will be busy with the servants. Or the cook. What's that noise? What's going on? Freeze, filth. You're under arrest. Добрый вечер! Что происходит? Дурачок. Накрыли. Committed a crime, and now I have to free you, kiss your hand, and apologize for the inconvenience, Your Grace. I did tell you that Mr. Vogel and I were innocent. I emphasized it in my statement. Your statement? Thanks to some bigwigs who work for the so-called good of the country by releasing fleas like you. Thank God we have Vogel in this letter. Once I get to that goldfish, I'll... Bigwig? Oh, my wretched brother Mycroft and his long nose. Wait, did you say Mycroft? Mycroft Holmes? Are you the youngest son of Violet Holmes, rest her soul? Так, подожди. You knew my mother? Not personally, no. Not exactly. I was working on the paperwork for that case. Would you happen to remember anything of the events? Well, I didn't make the inquiry, but I remember seeing some notes. Why? You must help me. It would mean a great deal to me if you could find any information about that day. Huh. Got you hooked, right? You know what? Stark and the others think they're the smartest here, thanks to you. Let me get this straight. Are you listening to me, lad? I'm all ears. Take this case. Report to me only, to Constable Harvey Oswald. I'll leave everything I have on this table. Find the murderer. Be a real copper. Question the suspects, make them sing, give me something substantial. And if Mr. Vogel is not a suspect? If he's innocent, then you can take your favourite degenerate away from here. If you slip or mess with the evidence, then trust me, your brother won't save you from my bludgeon. Meanwhile, I'll be checking the archive for you. If anybody asks, then you're a consulting detective. Let's make a start then, partner. Okay. I'm glad we managed to get the scoop before the raid. Такс. Получив сообщение о теле, найденного после сатанинского ритуала, полиция организовала обыск особняка Курта Манчоса. Полицейские арестовали несколько подозреваемых и разогнали толпу людей в масках, которые застали за непристойными и противоестественными занятиями. Видали. Тело убитого с ножевой раной в груди было найдено на алтаре. Полицейские опознали убитого как местного артиста Фабио, 20 лет. Арестованные подозреваемые. В. Фогель при себе он имел письмо оскорбительного содержания, написанного рукой убитого, утверждает, что обнаружил тело первым, известен излишней эксцентричностью. Шерлок Холмс при себе имел орудие убийства, кинжал в крови убитого и другие улики. Его пригласил другой подозреваемый Фогель. Вероятная цель – попытка воспрепятствовать официальному расследованию. Манчос. Владелец особняка и организатор сатанинского сборища, заплатил убитому за участие в ритуале и имел доступ к месту преступления. Матиста.
Партнерша Фаби, участница ритуала, пыталась скрыться с места преступления, оказывала сопротивление при аресте. При себе имела книгу с описанием ритуала, проведенного в комнате с алтарем. Несколько человек временно задержаны для дальнейшего допроса. Тут нет еще одного человечка, у которого был доступ. Помните? Тут был доступ у еще завхоза дома. Интересно, что Матиста оказывала сопротивление при аресте. Back on track to solve the case. Чтобы получить доступ к уликам по делу 6220, нужно предъявить этот талон. Принято. Я, Сантос Пинчетти, хочу сообщить о подозрении на убийство в особняке Манчос в Гранд-Сарае. Сантос Пинчетти — это тот самый завхоз. Во время подготовки к званому вечеру я услышал громкие звуки из закрытой алтарной комнаты и сразу понял, что Курт Манчос собственной персоной велел принести в жертву живого человека. Я увидел на стенах кровь, везде были нарисованы странные символы, а из груди мужчины торчал кинжал. Справившись с потрясением, я поспешил сообщить все полиции. Из участка в особняк направили патруль, а свидетель вернулся домой. Интересненько. Look, I found... Дардюк 48 месяцем. Доброго вечера. Лебедики, авош, лебеды. Werner. И там были 5-6, да? Good day, Mr. Manchios. I am Constable Oswald's partner in this investigation. Be quick and gentle. Some of your colleagues are untrained boors. Although I don't mind meeting young officers, the new blood here. If you cooperate in finding Fabio's murderer, there will be no need to meet with the boars again. That voice. Werner's friend? You're the policeman. What a disappointment. Only an undercover agent can scour a ditch full of deviants. I am a consulting detective, although I'm capable of replacing the entire department through my consultations. Sharp-tongued, I like it. May I presume this tongue will get us out of this trouble? I would be so indebted and glad to repay you. Nothing's changed. I'm looking for the murderer. That's the only way to get us out of trouble. But it shouldn't take much time, correct? We're all busy after all. I need to examine you first. Такс. Пользуется косметикой. Сыпь от краски для волос. В спешке мыл руки. Интересно. Очень дорогие ботинки. Курт Манчос, человек обстоятельный, распутный, экстравагантный, организует у себя в особняке званые вечера для сливок кордонского общества, проводит дни в компании столь же изнеженных людей, как он сам. При этом мистер Манчос пытается скрыть свой возраст от молодых гостей. Он пользуется косметикой, красит волосы. Чтобы уберечься от болезней при таком образе жизни, нужно постоянно следить за чистотой. Ради этого Манчос красит волосы и обильно наносит на кожу химические средства, что приводит к ожогам. Да нет, скорее так. You are a little over the top with your use of makeup, Mr. Manchios. Is it so difficult for you to acknowledge your age? Well, Sherlock, that's easy for you to say to an old man when you look as though you are barely 15.
But still, it shouldn't be an issue for someone of your status. For people of my age, it isn't an issue, no. But the younger ones can be so afraid of wrinkles and grey flecks. I have to adapt. Such a methodical man who cares for his body but misses the soap under his fingernails. Important than who or what I was focused on. What was Fabio like? His personality, his habits? Anything you can tell me? He was the brightest star of my parties. Young, magnetic, and full of energy. I don't even want to mention his beauty. Otherwise, I'll be sobbing. An expensive champion, I imagine. His performances were flawless. He deserved his payment. Do you think he was murdered because of money? Possibly. What about the other guests? Were they used to opening their wallets as well? I wouldn't restrict my guests from anything. I'm sure Fabio received a few coins from others for his services. Mr. Vogel told me a little about your parties, but I would like to know more directly from you. I'm all yours, Sherlock. You have me arrested and locked here with you alone. I'd like to know who you usually invite to your parties. Free minds who are able to leave reality for an evening, who can taste forbidden fruit without prejudice. There is nothing that quite spices up life like these parties, assuming one is old enough and has worked many years for the good of one's country. Oh, all true laborers, I see. Why did you invite Mr. Vogel as your special guest? He's a pretty fellow. He's capable of surprising the public. He has a talent for saying words that no one else would wish to either say or hear. I suppose I can't argue with that. He is a free addition to the eccentricity of the party, which is fine by me, as long as it enhances my party. I've no idea about that. Не включи дело. Может быть, в описании? I've no idea about that. Давайте вот это тогда. Do you have any idea who tipped off the police to raid your mansion, Mr. Manchios? Of course. It was you. I could even say you Sherlocked me in here. A good guess, but the wrong one. The fellow who did that was Mr. Pinchetti, your major domo. What? Santos? But how could he even know? If he's not the murderer himself. The ungrateful swine. He has dared to besmirch my reputation. Not a very eloquent choice of words. What should I call him then, since he's a snitch? Make him talk, Sherlock. I'm quite certain he knows more about the murder than he has told the police. И Одессе привет. Здорово, флюганчик. Блин, какое интересное дело. You'd better ask someone else. You bought an expensive pair of cufflinks for Fabio. Were they his price? Or were they a tip for an exclusive show? It was pure business. Fabio escorted me a few times. I was merely showing my gratitude. This pair cost a small fortune. You must be extremely grateful then. Tell me more. You've thrust a knife in an exposed nerve, Sherlock. Yes, he was my protege and my beacon also. With my experience and his beauty, we could have achieved anything. I had faith in him. I would have made him. Давайте сразу второй допрос.
Это I'm Sherlock самое, Holmes. да? I'm helping Constable Oswald. You are Matista. Нам бы еще Fabio's поговорить friend. с этим This мажордомом. body, yes, it's Matista. But it's a mere shell that will die someday. Just like Fabio. Fabio knew the risks. Selling his body to degenerates who hid behind robes and masks, it could not end well. That's only your distorted understanding of safety. Officers here, they wear robes and masks too. It's a dangerous lifestyle. But it's not as though we were given many other choices. I'm just here to ask questions and find Fabio's murderer. It will not bring Fabio back. Так, там сразу шея. Кровоподтеки. Грудь. Примитивная татуировка. Грызет ногти, нервничает. Старые и свежие порезы. Она наносит их сама. Старые, едва заметные следы кандалов. Нелегкая жизнь была у этой дамы. Клеймо раба. Матиста, партнерша Фабио по выступлению. У нее была тяжелая жизнь. Ребенком она попала в рабство, как и Фабио. У них на теле одинаковые метки. С тех времен у нее остались шрамы, и воспоминания о давних несчастьях терзают ее до сих пор. После долгих лет издевательств Матисту больше не заботит, что происходит с ее телом. Она продается гостям, позволяет делать с собой все, что им угодно. Для нее нет никаких границ, еще Матиста украшает кожу чернилами. Матиста увлекается мистицизмом. Ее тело покрыто татуировками в виде оккультных символов. Она пытается забыть о прошлом. Выступление для нее источник заработка. Блин, ну это лучше подходит, потому что татуировка и потому что порез на руках она сама себе дает. Fabio and yourself were slaves, am I correct? You have a similar branding on your body. Yes. It was a long time ago. Couldn't help but also notice fresh cuts upon your forearms. The cuts helped me to forget my past, to cover the old wounds and hide them. How did you escape? Something happened. One night the master fell down the stairs. I made him fall, and he died. We ran away that day. We managed to get on a ship and traveled here, to Cordona. Fabio and I started a new life here. It was very hard at first, but it became better with time. Until today. The bruises on your neck are not self-inflicted. Someone else made them. Some guests can't contain themselves. They even bite, sometimes. Блин, а мы не можем пойти еще поговорить с этим дуриком? Значит, мы еще не все собрали. Судя по всему, тогда это как-то еще будет соединяться. Так, стоп.
Блин, так оно ничего уже ни с чем не соединяется. Не, что-то еще одно соединилось. Ладно. Не, такое ощущение, как будто мы еще не все собрали. Нам еще не хватает Пинчетти. С ним бы очень хотелось поговорить. Да, это не все. Давайте попробуем то, что есть, пока посоединять. Фабио убили в ходе ритуала. Фабио положили на алтарь и принесли в жертву в ходе оккультного ритуала. Ритуал инсценирован. Убийца инсценировал ритуал, чтобы скрыть истинный мотив убийства. Блин, мы не знаем ответ на этот вопрос. Синяки у Матиста появились после стычки с Фабио в курительной. Кости грубо обращались с Матисто во время званого вечера и оставили на них синяки. Курт Манчос тщательно готовился к оргии на званом вечере. Убив Фабио, Курт Манчос смыл с себя кровь. Блин, нам надо еще поболтать. Неужели нам больше не дадут ни с кем поговорить? Чтобы получить доступ к уликам по делу 6260, нужно предъявить этот талон. Погнали за талончиком. Перейдемся в полицию. Хотя, у нас вроде и так шеф полиции сказал, что мы с ним. Werner, are you all right? Oh, yes, yes. Everything's fine. In fact, it's something of a family reunion. Сантос не в участке, сказали, что его отпустили домой. You should not be here. I told the police everything I knew, but they refused to let you go. They require proof to free you. Ha! What did you expect? The mighty Sherlock Holmes swans in, tells the officers what to think, and the world obeys? Of course not. Anyway, I struck a deal with the constable, and I've got a free hand in the investigation. I find proof to solve the case for him. He obtains files about my mother's death for me. Well done. If one has the power or will and can act, then one must. I wonder, suppose you couldn't get the proof to your truth. Would you tell a lie to the guard that enabled my freedom, knowing my innocence? Would that not be just? There are lines I will not cross, Werner. I will do my best to secure your release, but with proof, not deception. Really? How many white lies have you told on this island? Why not for me? Why not another? That is absurd. I can resolve this without compromises. Do not give up hope. I have learned who told the police about the crime. It was Santos Pinchetti. Do I know him? The major domo of the manor. He cleans up after you? Well, then he does his job perfectly. All but invisible. I couldn't tell you the first thing about him. А где мне их должны выдать? А где мне предъявить эти документы? Вот тут. Any progress with the case, Mr. Holmes? Good day. Your ticket, please, if you want me to help you. I'd like to check the evidence from this case. And who are you? Oswald sent me. I'm a consulting detective. His partner, then? Let me see. Ah, a ritual murder. What a bunch of degenerates. Wait a second. I'll bring it to the table. Вещи наших красавцев. That's not for bedtime reading. Какая книжечка?
This ex libris belongs to Manchios Library. Сила любви, кровь и мандрагора. В ходе задержания полицейские обнаружили эту книгу в сумке Матисты. Судя по экслибрису, она принадлежит мистеру Манчиосу. В ней подробно описан и проиллюстрирован ритуал, похожий на тот, что провели в комнате с алтарем. Подготовьте ногое тело недавно умершего. Начертайте символы Марса и Венеры, чтобы приумножить ваш дар за счет энергии мужского и женского начала. Пронзите сердце умершего золотым кинжалом, дабы вытекла кровь, что вас не любит. Начертайте символ своей любви в ожидании воскрешения, читайте заклинание. Ух ты. The book describes a ritual similar to the one performed in the altar room. Наша красавица может быть виновата. A handcrafted charm that contains hair and nail clippings. Her key to the altar room. Окей. A heavily perfumed handkerchief with the initials KM in the corner. It's a miracle this ruby hasn't tempted anyone. All the keys of the mansion on one golden ring. An emergency kit for boredom. Письмо от Фабио. Письмо было в ящике с уликом, найденным у Фогеля. Ты в своем уме? Совсем не можешь держать себя в руках, по крайней мере, в моем присутствии. Не собираюсь терпеть твои придирки. Я буду проводить время как хочу и с кем хочу. Я тебе не Матиста, не думай, что можешь меня купить. Я, разумеется, оставлю у себя твои щедрые пожертвования, пусть они и не окупят. Твою последнюю истерику, я ухожу, остается только Матиста Фабио. Интересно. Not the time for privacy. Интересненько. Все, он еще и хотел уйти. Thank you, officer. Ого! Боже, как все запутано-то. То есть, у нас есть подозреваемый, у который еще и хотел свалить с работы. Ух ты! Ух ты! Блин, а мы не можем поговорить? Как же не хватает тут разговора. Блин, нам не хватает еще чего-то. Но похоже, что на этом все. Мы можем только к ним возвращаться и с ними болтать с допуликами. This area is restricted. Так, в смысле? Где они были? Письмо от Фабио. So, the police found a letter from Fabio in your pocket? I cannot tell if it was truly in my pocket at all. Perhaps it was placed there later. Well, that is one hypothesis. If it were true, then how did it get there? No clue. But this night has been rather eccentric. Such a detail could have easily eluded me. Indeed. Do you recall reading it? I can't remember that either. But I tend to respect privacy. Reading others' personal notes is not one of my perversities. Койся, ответ, Фогель. 5-6, да? Этой мы должны предоставить книжку. This book, The Power of Love, Blood and Mandrake, what do you hope to achieve? To learn more about the invisible strengths that govern us. Occultism is real. The master who fell that night when Fabio and I escaped, I made him fall. I cast a spell on him and it worked. Or was it a coincidence? The universe is rarely so lazy.
If you say so. Про письмо, знаешь, This чего is the это? letter the police found in Mr. Vogel's pocket. Fabio wrote it. Do you know anything about it? I don't. Although I can feel Fabio's energy. It's there, but it refuses to let me analyze it. Do you practice occult rituals? For protection? For fortune? To wash away the ugliness of the world? Sometimes to survive. I have the gift, and I'm learning to use it better. Did you use your gift on Fabio? I only used white magic. Love charms lately. Fabio became so distant. I just wanted him to be with me, but I suppose I'm not as skilled as I thought. I've read this letter from Fabio. It had no addressee, but it was found in Mr. Vogel's pocket. Werner? Strange. I didn't think the two of them corresponded. I'm sure there is some explanation. Would you care to read it? Call me superstitious, but I don't care to read a letter from a dead man. You'd better ask someone else. Do you recognize this book? Could Matista have borrowed it from your library? She didn't ask me. How ungrateful. The things described in the book were inspiration for the rituals you performed? Do you really believe that blood, symbols, and incantations can resurrect the dead? They are just eerie tales with a mix of occultism and voodoo. My rituals are a stage to show some of the forbidden pleasures. Нам чего-то не хватает. Пошли к нему в архив, поболтаем. Нам нужно поговорить с заведующим дома. Он тут прям выпадающий элемент, который может все прояснить. Пока что и барышня может быть замешана. Но тут такая история, что могут быть замешаны все. Есть мотив и у владельца дома, потому что от него хотел уйти его любовник Фабио. Есть мотив и у барышни какой-никакой, но она выглядит подобродушнее. Мне кажется, что... I'm doing my part. You should do yours too, Holmes. Стоп, а если не с тобой говорить, то что у меня остается-то? Блин, ну давайте соединять чертоги разума тогда. Так, Фабио положили на алтарь и принесли в жертву в ходе оккультного ритуала. Убийца инсценировал ритуал, чтобы скрыть истинный мотив убийства. Больше похоже на это. Синяки у Матисты появились после стычки с Фабио в курительной. Гости грубо обращались с Матистой во время званого вечера и оставляли не синяки. Пока похоже на это. Манчос готовился к оргии. Курт Манчос тщательно готовился к оргии на званом вечере. Убив Фабио, Курт Манчос смыл с себя кровь. Ну так мы просто придем к тому, что он виноват. Блин, ну пока на самом деле ни хрена не проясняется. Надо идти куда-то еще искать следы.
Сантос подозреваемый. У Сантоса был ключ от комнаты с алтарем, а значит, он мог туда попасть. Кажется, он даже был первым, кто нашел тело. Его нельзя исключить из списка подозреваемых. Надо зайти в архив и сообщить констеблю Освальду, что Сантоса нужно допросить. О, вот с этим я согласен. Have you considered Mr. Santos Pinchetti? Это хорошо, тебе прохождение загадок. Спасибо большое, у тебя хороший просмотр. Have you seen him? I mean, my breath could knock him down. What's so special about him? As a major domo, he has keys that open all the rooms, including the one to the crime scene. Could have testified only to circumvent suspicion, don't you think? We need to question him. Right. I'll send our men to fetch him. Stay here. They brought him in, Mr. Holmes. Here's the key to interrogation room number 7. Mr. Pinchetti didn't even resist, our men said. Thank you. Это замечательно. Отправляемся к 7-му нашему подозреваемому. Отбегу, ребятки, на 30 секунд и едем дальше. Так, ну что, мы допрашиваем следующего подозреваемого. Он пока у нас самый вероятный кандидат. Интересно, что ты Mr. Pinchetti, a pleasure to meet you. I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. I've already told him everything I know. I'm only a witness, sir. Everything's in my report. And I've read it. You forgot to mention that you hold the keys to the room where Fabio was found. I need only to find if the crime was intentional. But I need to return to my duties. I doubt the house will fall without you, Mr. Pinchetti. Just be still for a few seconds. Забавно. Сам написал письмо, и теперь ему надо возвращаться на работу. Псориаз или аллергия?
Зашивали не раз, заплатки не самые богатые. Покрашено несколько раз. Интересно, у такого богача наступил в кровь. Мистер Пинчетти хватает денег, но он предпочитает их не тратить. Недостатки внешности он скрывает под дешевой косметикой, чтобы костюм выглядел новее. Сколько раз красил, регулярно зашивал. На его коже видны характерные следы псориаза. Мистер Пинчетти прячет их под слоем косметики. Одежда много раз зашита и заштопана. Чтобы найти костюм, мистер Пинчетти его покрасил. Скорее так. You are the major domo of a rich mansion, and you seem barely able to afford decent clothing. You hide under heavy makeup a skin disease that might be treated with more onerous but Это less светился harmful архив. means. Там, туда, куда мы заходили, там доступ к архиву, и мы там другие дела с помощью этого архива раскрывали. But you could easily change your job if your employer does not meet your elementary needs. One can change his employer, that is true. And the blood on your shoe, where does that come from? I don't actually know. Perhaps from a guest? Да это залет. Did you know Fabio? Not personally. He was a frequent guest, and cleaning the mess after his performances was tedious. Mr. Manchios always had a role for him, and mainly the leading one. The parties were always Fabio-centric. And Batista? Was she as popular as her partner? Don't tell her I said this, but I do not think so. Mr. Manchios hired her only because Fabio refused to work without her. Mr. Manchios used to see her as a worker. She was tasked with entertaining the guests, unlike Fabio, who could pick and choose. Может, какие-нибудь ролики предоставить? Блин. Может быть, мы им теперь сможем какие-то дополнительные аргументы привести? I can't wrap my head around such a tragedy at my party. Да ладно, неужели это все? Ох, я надеюсь, нам дадут еще какие-нибудь улики. The air here is rather refreshing. I'd even recommend that some of my friends visit the place. Continue our investigation while I look for the papers. Если ты вот про эту штуку, то она светится, потому что это архив. Да, вещь тоже мы все осмотрели. Ну, тут все 9 из 9. Ух ты. Все материалы по делу наставил на столе. Может быть, мы что-то из самих материалов не нашли на столе. Давайте-ка еще раз глянем. Кто мы с ним были в комнате? Нет, не в этой. Тоже все взяли. Давайте поглядим, что у него было в вещах. Завещание Курта Манчеса с запиской.
К завещанию приложена записка, она гласит: «Дорогой мой слизняк Сантос, раз уж ты так слезно просил включить тебя в завещание, я решил его переписать. Вот моя последняя воля. Курт». Завещание гласит: «Сантосу Пинчетти, мажордому моего особняка, я завещаю банку воска для укладки усов и солевую лампу в надежде, что он будет вечно помнить своего заботливого работодателя Курта Манчоса». Вот что мы не нашли. I recognize the key from the altar room among these. Друг, у тебя есть мотив. Ты нищий, которого хозяин не просто обделял деньгами, а прям гнобил. Mr. Manchios says that you begged him to be included in the heritage. И ты знаешь, насколько он любит Фабио. He's not only my employer, he's my uncle. And I'm his next of kin. The only one. Mr. Manchios flatly refuses to pay a family member. All I have to do is repay his so-called love, cleaning up the filth after perverts and decadents. He's imprisoned me. The best I can hope for is a new broom. That's why I wanted to have my part of the inheritance. Is it that bad? You have a roof above your head, a salary, and the status of a major domo. For God's sake. I'm forced to dye and stitch my threadbare clothes, and the holes in my shoes are painful. I'm ashamed every time a guest looks at me closely. Why do you think your uncle treats you this way? My mother, my uncle's sister, had me illegitimately. She died, and I was given the surname of one of the maids. But you are entitled to some of the money that belongs to your family. He thinks not. I was not responsible for my mother's death. I work hard, and he pays me nothing. I feed on the leftovers. While he wastes our estate's property on decadent parties, he paid Fabio handsomely and showered him with expensive gifts for their disgusting relationship. Так. Манчос дарил Фабио дорогие подарки. Только две вещи у нас не сходятся. А ну-ка давайте поболтаем еще разок. I know I что can нового handle the расскажешь. news. А, ты можешь. I've read the letter about your will. A harsh method of ridiculing Santos. I doubt he will use mustache wax when he wears no mustache to begin with. Where did you get it? Is the slug here? Tell him I shouldn't have to provide for him. He's a grown man who shouldn't sit on his uncle's neck. He conceives himself as my only heir. And who is he to you? He's a leech on my aging body. He has only added problems to my life since the death of his mother. I fail to see why you made him your major domo. He needed to know his place, so I taught him. Ну и на этом похоже, что I know I все. can handle the news. У нас есть еще две вещи, которые не сходятся. В конце Please let me наших чертогов, возможно, есть еще что-то. Are you done yet? Can I leave? Continue our investigation while I look for the papers. Пинчетти не заметил пятно крови. Смывая с себя кровь после убийства, Сантос Пинчетти не заметил пятно на ботинке. Пинчетти случайно наступил в лужу крови. Вероятно, Сантос Пинчетти наступил в лужу крови, когда обнаружил место преступления.
Письмо было в ящиками с уликами Фогеля. Вероятно, гневное письмо из кармана Фогеля предназначалось Курту Манчиосу. Санто сказал, что Манчиос осыпал Фабио необычными дорогими подарками. Осыпал. В письме Фабио упомянул пожертвование, которое хотел оставить себе из чьих-то сцен ревности. Please let me out. There is undeniable evidence that you were the original recipient of this letter. What are you talking about? Is it addressed to me? Your protege wanted a fresh start, it seems. This is sufficient to charge you. Me? Hurt my star? Are you insane that you would accuse me of such a thing? He did not consider himself И as это очень сходится с тем, что письмо Since you оказалось deny у everything, let's Фогеля. move on. Do you have any idea as to how the letter could have ended up in Mr. Vogel's pocket? You were the detective. Perhaps he took it from Fabio. Werner was a little high. I have reason to believe that the intended recipient of the incriminating letter may have been Kurt Manchios. Well, that makes sense. Too bad I can't remember how I came to possess it. Though I did spend quite some time with Mr. Manchios during the party. Unfortunately, even with an answer, that may still not be enough to clear you with the police. But fear not, I will persevere. I hope your attempt to put things straight will make up for... You being on a bender? Touché. I can't wrap my head around such a tragedy at my party. Could Fabio have written this letter to Kurt Manchios? Oh. That could be. I never thought Mr. Manchios could make Fabio that angry, though. What do you mean? Well, Fabio wanted to disassociate from Mr. Manchios. Clients who are in love are both a blessing and a curse. But Fabio was here tonight. Money. In our line of work, we can't afford to turn down clients who pay as well as Kurt Manchios. Was Fabio afraid of Mr. Manchios? Not at all. The old toad wouldn't dare to do more than sweet talk and touching. Talk can be forgotten, and touching washed away. Все дело. Итого. Итого. А, нет, не все дело. Мы еще с кем-то об этом можем поговорить. I can't wrap my head around such a tragedy at my party. This area is restricted. Please let me out. I know you can untangle it. Все дело, похоже, что там... Давайте, у нас осталось сгонять только к... Ты ничего, да? А ну-ка. This letter proves nothing. Fabio wrote it to Mr. Manchios. It's time to free Mr. Vogel. Do you really think I'm that naive? I need proof, not words from his friend. Very well. Mr. Pinchetti told me that Mr. Manchios was lavishing Fabio with expensive and eccentric gifts. The letter mentions rich rewards and attempts to buy Fabio with them.
It was written to Mr. Manchios. Who else was showering Fabio with luxuries to buy him? It doesn't fit Mr. Vogel's character. Look here. We had a deal. Give me the murderer and then take your friend with you. I won't budge otherwise. Well, fine, but you're just wasting time. Можно теперь еще к Фогелю загонять, сказать ему, что его не отпустят, и решать, кто убийца. This area is restricted. Да я помню. I know you can untangle this mess. Того. Все закрыто по этому делу. Что у нас есть? У нас есть 4 подозреваемых. Фогеля отбрасываем сразу, у него нет ни мотива, ничего, он просто дурик, который радуется проходящим вокруг странностям, и я даже не верю в то, что он каким-либо образом забирал это письмо под наркотиками. Что у нас есть? У нас есть 3 подозреваемых оставшихся. Барышню тоже отбрасываем. У нее нет нормального мотива. У нее есть только замешанность в ритуальных культах, но это явно не ритуальное убийство однозначно. Его, соответственно, убил один из двух. Либо нам врет владелец дома, который по-настоящему убийца и который по-настоящему все это дело организовал, так как Фабио прислал ему письмо и после этого подкинул письмо Фогелю. Либо, что мне кажется более вероятным, это тот самый мажордом, который был недоволен своим состоянием, который был недоволен тем, что происходит, и таким образом хотел отомстить. Да нет, то, что Фабио отдалился от барышни, не знаю, но мне это за мотив не похоже. Просто убийство из ревности, не знаю, как-то оно мне прям не ложится. Прям не ложится. О, она у меня вообще не в подозреваемых. Я думаю, что это либо дворецкий, либо сам хозяин дома. Погнали делать выборы. Фабио убили в ходе ритуала. Однозначно нет. Ну, это прям чушь чушью. То есть, пытаться привязать, что она его убила как ритуал, мне очень не нравится. Прям совсем. Нет, ритуал инсценировал. Синяки на руке Матисты появились после стычки с Фабио в курительной. Гости грубо обращались с Матистой, время званого вечера оставили не синяки. Да. Смывая с себя кровь после убийства, Сантос Пинчетти не заметил пятно на ботинке. Вероятно, Сантос Пинчетти вступил в лужу крови, когда обнаружил место преступления. Блин, Пинчетти подходит лучше. Дело в том, что... Блин, мне так не вяжется с тем, что он вызвал полицию. Он вызвал полицию. Таким образом он отвел от себя все подозрения. Остался в доме. Он нам сначала врал. Блин. Мне Пинчетти тут не нравится. Хозяин дома мудак тот еще. Тут спору нет. Но он мне не похож на убийцу. Он не похож на убийцу. Слава Украине! Героям слава! Привет, лебедал мес лебеды! Здравствуй, Лебедь Холмс! Здравствуй, Зелимит с 13 месяца. Welcome back. Давайте еще раз.
Знаете, что не похоже на Дворецкого? Даже не столько кровь, сколько вот эта сцена в курительной. Помните, как там все было? 2 бокала, бутылка, которую огрели Фабио. Какого хрена нищий мажордом с псориазом, который вообще сидит в тишине, спокойствии, делал бы там в курительной, еще и сидел с кем-то и попивал винишко? Вот это прям не сходится. Плюс к этому, откуда бы он бы знал символы, которые были нарисованы Марса и Венеры? То, что он пытался подставить своего начальника, написав письмо, это вполне вероятно. Но он таким образом пытался подставить своего хозяина, и доступ ко всем книгам у него был. Мы сами с вами ходили в библиотеку. Там внизу и все было раскрыто. Блин, какое запутанное дело. Так, давайте еще раз. Что мы с вами видели? Мы приходим в дом. Там происходит Содом Гоморра. Мы валим в комнату с алтарем. Алтарь убитый, его долбанули бутылкой, притащили туда, по дороге оставив несколько кровавых следов. Затем вонзили ему в сердце нож, забахали все как под ритуал и свалили. Сложно. Зачем бы все равно ни черта не получил? Чисто как наказание, Аля. Ну вот оно сходится только как наказание. Давайте еще раз по мотиву каждого пробежимся. Ну, Фогель точно нет, но он отпадает. Барышня. У нее есть молодой человек, в которого она влюблена, который от нее все отдаляется, но он хочет уйти от своего начальника. Она... Ну, совсем нет. Плюс к этому вся магия, в которую она верит и которую она пытается использовать, это благая магия, ну, к примеру, по ее мнению. Поэтому с каким-то темным ритуалом оно мне совсем не вяжется. Не, барышня отбрасываем. Давайте еще раз из двух. Смотрите, у нас есть дворецкий, у которого есть мотив, у которого есть возможность, но у которого не сходится курительная комната, и у которого не сходится... И у которого не сходится... сам стиль убийства. Вот эти символы, они разве что нужны для того, чтобы подставить своего начальника, но... Ну, разве что, ну, как бы тут Дворецкий пляшет исключительно в том ключе, что он подстраивает это все и делает такое убийство, чтобы его дядюшку обвинили. Ну, вот это его мотив. Но... он от этого все равно не выигрывает. Никоим образом. Хотя, если его дядюшку садят, он остается в доме. И дом-то его. И он единственный наследник. Его дядюшка. Тот еще мудень. Абсолютный. Ревнивый. Точно с полным мотивом убить парня, который хочет от него уйти, у которого это последний вечер. Который еще и своей верой в бред подстраивает это все под символы и под оккультизм. При этом сам вместе с Фогелем не может зайти в комнату и таким образом отводит от себя все подозрения. Еще было про темный ритуал омоложений. Там что-то было о крови человека, который не любит. Да. Слушайте, давайте так. Логика от Лебедя. Если это Дворецкий, и он реально провернул настолько крутой четырехлинейный ход, что он убил, подставил своего дядюшку, все под это
забахал, написал письмо, то он красавчик и пускай идет жить в своем новом доме. А этому человеку в любом случае пора отправиться в тюрягу. Согласны? Как вам такая логика? Ну, на самом деле, шутки шутками, но... Блин, мне очень не вяжется с дворецким сцена в курительной. Потому что, помните, вот сама сцена, когда мы заходим, там стоит стол, бутылка вина, который долбанули по голове. Там стоит 2 бокала. Как бы я вижу, вот как там сидит Курт с Фабио и пьют винишко. Но я тупо не вижу сцену, вот каким образом, если бы дворецкий хотел его убить, он бы его бахнул где-то в гримерочной, он бы его там влупил в какой-то из комнат. Но вот я не представляю себе сцену, чтобы Фабио, там, известный, там, жигало на всю деревню, которому платят нереальные бабки, сидел с нищим дворецким, у которого псориаз, и попивал вино. Ну, типа, я тупо не вижу эту сцену. Да, обвиняем Курта. Хорошо, что подумали, я в начале дворецкого хотел обвинять. Обнаружил место преступления, и из-за того, что обнаружил место преступления, из-за этого он и написал в полицию. Плюс к этому, если бы сам дворецкий убил... Ну, блин, он бы только писал в полицию, если он пытался подставить своего босса. Ну, как бы к этому, кроме наших догадок, ничего не ведет. Убийца Курт Манчиос. Фабио много лет играл с чувствами Курта Манчиоса, зная, что тот в него влюблен. Отвергнутый Манчиос убил Фабио и инсценировал любовный ритуал, чтобы отвести от себя подозрения. Курт Манчиос убил Фабио случайно, не справившись с чувствами, и запаниковал. После чего, блядь, запаниковал, после чего вставил типу в сердце нож и разрисовал стены под магический ритуал. Блядь, какая же лютая паника. Он инсценировал ритуал в отчаянной попытке избежать подозрений, тюремного заключения будет достаточно. Ведь смерть возлюбленного стала для Манчиоса гораздо более тяжким наказанием. Курт Манчиос хладнокровно убил Фабио, инсценировал ритуал, чтобы свалить вину на Матисту, и подложил Фогелю в карман письмо, чтобы отвести от себя подозрения. Судьба других людей Манчиосу безразлична. Он заслуживает казни через повешение. Уф. Да ну нет. Ну типа, блин, если бы он нам говорил про то, что он там сожалеет, если бы он как-то помогал, ну он тупо врал. Все, он сделал все возможное, чтобы нам солгать. Но он ближе сюда. Если мы правы, то он здесь. Курт Манчиос хладнокровно убил Фабио, инсценировал ритуал, чтобы свалить вину на Матисту, и подложил Фогелю в карман письмо, чтобы отвести от себя подозрения. Судьба других людей Манчиосу безразлична, он заслуживает казни через повешение. Мы готовы сдавать это дело. Continue our investigation while I look for the papers. А? Мы что-то не сделали? Так, да. А можно это как-то... Да. Опрувнуть. А? Прикрепляется новая улика, стать новую логическую связь. Так. Что мы не сделали? Continue our investigation while I look for the papers. Погодь.
А, ему самому предъявить. Все, понял. Я что-то пошел предъявлять начальнику полиции. А, логично, надо ему самому предъявить. The murder of Fabio did not have a ritual purpose, Mr. Manchios. It was staged by a man who wished to distract the investigation. That might be true. That poor girl Matista wouldn't dare to kill the only man who cared for her. So, Santos. Mr. Pinchetti snatched at the chance to solve his problems. Ungrateful little scum. Will he be executed? But what for? He informed the police as to the crime, that was all. He couldn't stage the ritual, but he found the body, I believe. I can't believe it. Why did Werner do it? Mr. Vogel. He had no reason, and he won't be a scapegoat as you plan. You put Fabio's letter in his pocket when he was intoxicated, didn't you? You can't be serious. You're at the twilight of your life. You have no partner, you have no children. You had feelings, however, for one man. That was Fabio. You loved him. That is, you wished to own him with money and gifts. But he was also a free mind, was he not? He turned his back on you. Quite unjust. Love, so cruel and painful, and Fabio, with his words and deeds, made you feel the more wretched. So you killed him. You must surely perceive that my sensitive nature wouldn't allow me to hurt anyone. We can very often deduce someone's life by their shoes or their fingernails. You are a meticulous person, but this murder was fairly traumatic and filthy. After you stabbed Fabio, you were covered in blood. You panicked and neglected to rinse the soap from under your fingernails. The devil is in the details, Mr. Manchios. Nonsense. I missed it simply because of the busy schedule of the party. Of course, a staged murder was certainly not planned. You staged the murder as a satanic ritual. It was easy for you since you were the one who wrote the scenarios for the parties. It was your way of avoiding suspicion. A respectable man in his 60s, early 60s, who hosts the cream of Cordona's society, cannot possibly be a murderer. But the guests who behave like animals in his mansion, of course, one of them could have killed Fabio. I did oversee a few of the rituals, but I did not stage Fabio's death. Fabio played with your feelings. That was painful to realize. You spent so much time and effort to be with Fabio, but he didn't respond in the way that you would have liked. You wanted to be loved, but Fabio shattered your dreams. In the smoking lounge, he teased and mocked you. He wanted you to suffer by offering himself to others. The deception was unbearable. You were passionate, and so you struck him. Once you understood your mistake, it was too late. You were afraid, so you staged the ritual. With such a story, you might be sentenced to a few years. It might clean your conscience, and soon the case will be forgotten. No. No. This is my decision. I'll talk to Constable Oswald to see what I can do. Он, но изменим. Нет, будем отправлять его на плаху. There's no fool like an old fool. Kurt Manchios did it. A young boy played with the heart of an old man. The latter couldn't handle it. The evidence I obtained clearly shows that the quarrel was not intended to end badly. It was an accident. Showing pity towards your own kind, Holmes. Whatever. All I'm saying is that prison won't take much away from an old and crushed man. Fine. A big name like that will still give me a promotion. As for my part, not everything was in place. Perhaps some documents were transferred somewhere else, but I couldn't find a trace of them. Then I remembered. The discarded document drawers where we put the lost papers or the badly labelled ones. Including the crime scene report of Violet Holmes's case. Everything I've found is on the desk here. Take it.
Your persistence has saved me. Yeah, well, we had a deal after all. Your friend is free then. You can leave. Good luck, Constable. Жертвенный агнец. Давайте проверим, правильно ли мы решили. Очень запутанный квест, но офигительно интересно. Очень крутые локации. Прям квест хороший. Давайте посмотрим, были ли мы правы. Sherlock Holmes, Chapter 1, все дела. Прохождение Sherlock Holmes. Это называлось жертвенный агнец. Жертвенный агнец. Жертвенный агнец, кто убийство, кто убийца? Манчос, Сантос или Матиста? Наденьте костюм князь тьмы, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Объедините улики в чертогах. Нужны все, у кого был ключ. Выйдите в главный зал, найдите в центре около блюд с фруктами Манчоса. После беседы вы окажетесь в тюрьме. Подозреваемые улики. Продолжайте общение. Ко-ко-ко-ко-ко. Когда не останется улик, объедините все зацепки. Вы сможете арестовать Сантоса, Вакизу и Санчеса. За последнего, за Манчоса дают больше всего денег. Кроме того, каждого из них можно арестовать или отправить на виселицу. То есть Манчос все-таки наш главный и правильный подозреваемый. Мы с вами оказались правы в этом деле. И все-таки я думаю, что мы правы, что мы не отправили его на виселицу. Вот если бы убийцей был дворецкий, то для того, чтобы провернуть такую там несколько ступенчатую схему, нужно быть психопатом, и в таком случае его можно было бы отправлять на виселицу. Тут, мне кажется, мы с вами были правы и с тем, что мы его не убили, а дали ему пару лет тюрьмы. С чеком его статуса этого хватит, чтобы лишить его подобных вечеринок, и пару лет, чтобы он подумал над тем, что совершил. Хорошо, мы в итоге совершили еще один правильный квестец, раскрыли. И это не может не радовать. Мы с вами молодцы. А вот теперь отчеты, связанные с нашей мамой. Отчет номер 0143. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили в саду особняка Стоунвуд тело женщины. Родные опознали покойную как миссис Вайлот Холмс. Одежда женщины была насквозь мокрой. Осмотр выявил на шее покойной глубокий вертикальный надрез длиной в 2 дюйма. Лицо опухшее, покрытое красными пятнами. Вероятная причина смерти – удушье. Ожидаем заключения патологоанатома. Главный подозреваемый Отто Рихтер арестован на месте. Тело отправлено на вскрытие. Ни хрена себе. Garden. There's a garden behind our manor. How could I forget? That's where it all happened, where it all went wrong. Sherry, it looks like you've almost found what you wanted. Это все. Ну что ж, давайте будем исследовать дело матери. Я бы сегодня поиграл. С большим удовольствием. Oh, Очень you круто. did it, Sherlock. The case is closed and all rewards belong to the winner. Bravo. It is merely the triumph of the truth. Is it? No compromises? No lies? You're happy with your decisions? It was the best decision I could obtain. The truth must be told in the way it is most acceptable. You're making progress, Sherlock. I was right to believe in you. By the way, did you get that precious information about your mother? Oh, not that you must. Yes, I did. Forgive my intrusion in such a personal matter. I simply worry I'm failing to be of much help to you. Actually, you were. For some reason, all the archives on the case had disappeared. This was a rare opportunity to obtain the impossible. Outrageous. Perhaps someone found the truth unpleasant. Society usually rejects those who speak with too much honesty, doesn't it? A comfortable lie is often preferred to an uncomfortable truth. Still,
I believe that the latter should prevail, and I cannot remain silent. That's quixotism at its best. Your mere truth cannot defeat institutions, systems, and power. Etiquette, religion, marriage, they're all lies told to preserve connections, love, and sanity, and it's all corruptible. Lies destroy human dignity. How could you make a free decision without any knowledge of the truth? Are we really free to decide anything in this world, Sherlock? Цыглы. I get enough obnoxious pontification from my brother, so please, spare me your lecture. Forgive my love for moral philosophy. I know I tend to ramble. You're a walking contradiction, Sherlock. You refuse to lie to others, but constantly lie to yourself. How long until the train comes off the track? I cannot look away, but perhaps I should take a few steps back. You're an accident waiting to happen, dear. Until then, I shall bid you adieu. Ух, какой. Так, погнали на улицу. Погнали разбираться с нашим садом. И с тем, что же там произошло. Так, где он говорил? На заднем дворе. Это мы уже осматривали. Может быть, выход из дома? Так, ну мы пока не будем соединять чертоги с матерью. Так, еще раз. Я сумел припомнить еще один фрагмент с прошлого. Я помню деревья в цвету, рябь, пруду, уютную беседку. Похоже, за нашим особняком был просторный сад. Туда можно попасть через дверь между двумя окнами на первом этаже. Так. Sherry, please listen to me. Sherry. John, I always listen to you. You don't have to do this. You don't have to go through. I don't know what is beyond this door, but I can feel it. Buzzing, angry, like a fly at the window. I know. I can sense it too. You locked away this memory for a reason. There is only pain here. Pain? And truth? You do not need to suffer either. There is so much more we can do on Cordona, so many others we can help. There is no coming back from this. John, my anima, my brother, there is nothing more important in this moment than this truth. I know you fear for me, but my path was set long ago. I can no more step off it than I can ask the avalanche to roll back uphill. Just... please be careful, Sherry. I love you. Quite. Come on. We'll go together. Точно, только серьезную концовку переоденем. А, ну и супер. Why didn't I remember we Я хотел had своего such a друга big garden? переодеть. Maybe you forgot it for your own good. Хорошо они сделали, что ты автоматически переодеваешься, потому что он мне так нелепо выглядел в этом разговоре. В своем этом костюме мороженщика. Похоже, что ответ где-то возле воды. Да это его выдуманный друг.
Is that the raft we made together, John? Looks more like a pile of rotten planks now. Пианино. Mother? That's from Mother's favorite tea set. What is it doing in here? Она пыталась нас отравить. Это если... Ух, как же сложно управлять. Так. Come here, Sherry. Hurry. These must help calm her down. What are you thinking about? Is everything all right? Дверь в сад наконец-то открыта. Мы нашли чашку. Это я ее траванул. Так, ну вы тут явно еще не все осмотрели. Не ждал от стримера? Чего? Чего не ждал? Don't go, Mother, wait. I remember this artifact from Mother's collection. Похоже, что-то кельтское. Mother's work journal. I liked poring over the detailed pages and reading about my parents' collection. Here it is. We'll just borrow it for a while. Did you hear that? Someone's coming. Let's take a peek. Это та самая сцена, да? You call this progress? Charlotte, amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again. Any result is progress, even if it is a worsening of her condition. It informs my... No. I have made my decision. She must be sent to a legitimate medical facility. I will not let her hurt Sherlock. What? Master Holmes, you do not understand. That will be all. I expect you to have left the house by week's end. Sherry, say something. Can you hear me? You're scaring me. Sherlock, I'm here. Come closer. I'm
I'm waiting for you. Coming, Mother. This was for my mother, wasn't it? I remember how we came to the garden for a breath of fresh air. Take me to my flowers, Sherry. They must already be in bloom. As you wish, Mum. I bet you missed the fresh air, didn't you? Terribly. The sun is far brighter than I remember. But I like it. We can walk each day from now on, if you want. That would be wonderful. Just look at them. The stars of the earth. Even the sky must be jealous of their beauty. Indeed. Mother, would you like to go around the water? That would be perfect. I always wanted such a nice pond in London. It looks so peaceful. Mycroft knew you would like it. We should put some fish in it, don't you think? How about some carp? That's a nice idea. Let's visit your father's tree. It grows so fast, just like you. We could even build a tree house in it. Yes, Sherry. А, и поэтому Джон его называет Шерри. Speaking of your father, could you call him out, please? Mom! He's... I'm sorry. He passed away. He's gone. No, he's not. I'm telling the truth. Did you forget again? No! Don't you dare say such things! You are a liar like all the others! Mother! Don't call me that! You aren't fooling me! No! Mom, it hurts! My son would never lie! Ее задушил Майк. Mom, stop! Who are you? Reveal yourself! Please, stop! It's me, Sherlock! You are not my Sherry! Give me my stuff, I can't stop you! Охренеть. Ну и это сходится с вымышленным другом, с лютой травмой детства. Ну это главное дело этой игры. На протяжении этой длинной игры мы с вами ошиблись только в одном деле. Давайте попробуем не ошибиться финально. Майкрофт обвинил доктора Рихтера. Поймав Отто Рихтера с поличным, Майкрофт обвинил его в смерти нашей матери. Майкрофт не одобрял методы доктора Отто Рихтера и не доверял ему. Майкрофт скрыл правду о смерти нашей матери и солгал, что она умерла от туберкулеза. Возможно, мамины проблемы с психикой передались мне по наследству и теперь влияют на мой разум. Никаких записей о смерти моей матери не осталось, однако на кордоне жил друг семьи, может, он что-то знает. Мама пыталась меня убить. Мама пыталась утопить меня в пруду особняка Стоунвуд.
Доктор Рихтер назначал маме экспериментальные препараты. Каждая принятая доза грозила побочными эффектами. Матушка часто принимала успокоительные, ее организм к ним привык. Эта доза не принесла бы ей вреда. Моя мать утонула. Убийца перерезал ей горло, чтобы напоследок надругаться над телом, или кто-то в отчаянии пытался ее спасти. Матери разрезали горло, пытаясь провести трахеотомию. Если бы она тонула, трахеотомия была бы ни к чему. Она не утонула точно. Доктор Рихтер назначал маме экспериментальные препараты. Каждая принятая доза приводила к побочным эффектам. Моя мать задохнулась из-за неожиданной аллергической реакции на лекарства. Подожди. Если мы возьмем устойчивость к лекарствам, то мы тогда говорим, что моя мать утонула. Кто-то случайно или намеренно утопил мою мать. Хорошо, тут мы можем сомневаться. Тут можем варьировать. Окей. Ну, это пока ложится. С тем, что мы видим, отложится аллергическая реакция. Это просто чушь. Да, это сходится. Ну, блин, хотя это тоже ложится на самом деле неплохо, конечно. Но она утонула. В этом пруду все и закончилось. Да, только давайте выбирать из двух вариантов. Вот ты убил мою мать, чтобы прекратить ее мучения и спасти мне жизнь. Майкрофт скрыл правду, чтобы меня уберечь, справедливо обвинил Отто в злоупотреблении врачебным положением. Отто убил мою мать, пытаясь меня спасти. Она утонула в результате несчастного случая, и Рихтер, отчаявшись, решил провести трахеотомию. Майкрофт скрыл правду, чтобы меня уберечь, и обвинил в убийстве Отто, зная, что он невиновен. Разрез был 2 дюйма, похоже на трахеотомию. 2 дюйма это сколько? Дай-ка я дюйм переведу. Дюйм в сантиметры. То есть 2 дюйма это примерно 5 сантиметров. Это сколько? Это полпачки сигарет. Да, это похоже на трахеотомию. Да. Да. Тут 5. Да, тут где-то кусок, то есть вот так. Да. Ровно 5 сантиметров. Хорошо, если мы идем этим путем. С любимым сервизом. Давайте просто почитаем. Я убил свою мать, сам того не понимает, а Джон предложил дать ей успокоительное, значит, я не могу доверять собственному разуму. Чтобы прийти в норму, я должен избавиться от Джона. Майкрофт скрыл правду, чтобы меня уберечь. Я сам в ответе за смерть матери. Это я решил дать ей лекарства, которые вызвали смертельную аллергическую реакцию. Все виноват я. Майкрофт скрыл правду, чтобы меня уберечь.
А, я не могу уже перейти в дневник. Охо. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Сервис тоже на самом деле хорошо подходит, потому что мы несли чай. Блин, это тоже на самом деле ок ложится. Непонятно только, как эта аллергическая реакция случилась. То есть она нас топила, и в этот момент у нее случился приступ. Просто то, что произошло во дворе, это финал, это ее последний день. То есть в этот день она и умерла. Мне не нравится идея с аллергией, потому что она нас топит. Прибегает или Майкрофт, ну или Отто Рихтер, и забирают ее от нас. Если мы выбираем этот вариант, мне ложится вина, как бы это хорошо, это ложится под саму суть игры, под концепцию того, что появился Джон. Это все круто ложится. Но проблема в том, что как мы это себе представляем? Она топит маленького Шерлока, и в этот момент у нее случается приступ аллергической реакции. Тут речь идет конкретно об аллергической реакции. Моя мать задохнулась из-за неожиданной аллергической реакции на лекарство. Мне не нравится эта идея, но она мне просто не ложится на сам день, который произошло. И мы четко видели, что момент, когда Шерлок просыпается... Да, согласен, Джон появился до этого, но имею в виду то, почему он остался, и то, почему он прогрессировал. На самом деле это очень круто, когда все варианты имеют место быть в плане игры. Ну, блин, этим Шерлок Холмс и прекрасен. Мы уже третью игру играем, и квесты в Шерлоке всегда очень крутые. Мне не нравится идея с аллергической реакцией. Мне нравится она как концовка, она красиво сходится, и это сходится с тем, что Шерлок сам себе это воспоминание залочил. Но она мне не сходится с тем, как это происходило. Убил мою мать, пытаясь меня спасти, но утонул в результате несчастного случая. Рихтер, отчаявшись. Скорее несчастный случай все-таки. Я за несчастный случай. Мне не лежит преднамеренное убийство. Sherlock. Sherlock. Can you hear me? Come on, wake up. Ну, только если ей кто-то помог. Ну, как бы тут мы, по сути, выбираем между вариантом тем, что у нее случилась аллергическая реакция, она плюхнулась в воду, и между тем, что ей кто-то помог. You couldn't bear the truth, Sherlock, so I shouldered it for you. I took your pain, your horror. Otto Richter murdered my mother, and Mycroft covered it up. Whisked me away from this place, buried me in schoolwork, and left the past to rot. And you needed a way to cope, so I helped. You were a lie, John, a fiction, a crutch. No, I was a friend. Sherlock, please. Sherlock? What? Are you okay? I don't know. I told you not to come, Sherlock. Where is he? Who? Your friend, John. He's beside you.
Was all this worth it? Is he worth it? Why is he here? I think, in his own way, he was trying to protect me. From a truth I couldn't bear. But now I must face it. Sherlock, what are you doing? You kept me in the dark and kept your actions quiet. You enabled Richter and his untested quackery for far too long. And worse, you wanted to lock up our mother. I wanted to give you a chance at normalcy, childhood. There was no changing what happened, no good to come of dwelling in the past. It was lies upon lies. Otto Richter was trying to save her, but you decided he deserved to take the fall. Is that justice? The big picture, Sherlock. The big picture. Perhaps Richter was not responsible for her fit of rage, but his treatment led inexorably to that moment. You were so fragile. I could not... I just couldn't. I chose us over him. You know, for once I believe you. Perhaps now that the truth is out, I can actually do what you had hoped. Leave it all in the past. Good. You have your whole life ahead of you, Sherlock. It is time you got on with it. I was worried there for a minute, Sherry. Really worried. I didn't want to hurt you. What's so funny? I am talking to myself, John. I think I was hurt regardless. But we made a good team, eh? Explored every inch of this place together. Helped a lot of people. Terrorized a few too, I suppose. I think I may go so far as to say, Sherry, that I have not lived wholly in vain. So that's it. It's over. You've opened every door, Sherry. Faced the past you locked away. You don't need me anymore. I know. I will miss you all the same. I don't want you to go. Yes, you do. Goodbye, John. Вот очень красиво, что игра заканчивается там, где начиналась. Why are you here? Closure, I suppose. And to help a friend. You and I are not friends. In a race between the thawing of the ice caps and our friendship, I would buy a boat. Ha! Is that right? I can see it now. I know what you did. What did I do? You needled me. From the moment we met, you were searching for weakness. You pushed me to pursue the truth about my mother. You questioned everything I did, everything I believed, to break me. To blur truth and fiction, reality, morality. A saboteur in silk. Was it vengeance, Werner? Or do you prefer Klaus? Excuse me? You are Klaus Richter, Otto's younger brother. Do you hold me responsible for his end? Ha! There was no love lost between me and my brother. I am sure you can relate. Otto was merely the gravity that pulled me into your orbit. Or you into mine. Once I met you, I could not keep away. Why?
What reason do you have for all this? To help you. You're lying. To show you that you were wrong. More lies. I know you now, Werner. Try again. To see what had happened. Or is that yet another untruth? Doesn't matter. Take your pick. Who cares? You're my masterpiece. I turned Sisyphus into Ozymandias. You could not see the futility of your quest till I helped you to let go of the rock. And now, nothing beside remains. I remain. Despite you and to spite you. It is a matter of will and power now. Will you overcome this, or shall you decay? Oh, on that note, I brought you something. I want nothing more from you. When one wants for nothing, Sherlock, the best thing to get them is something personal. So, here you are. Now, please excuse me, but the gallery calls. I'm already conceiving my next project. You really are beautiful. My brother returned to London soon after our disagreement. He enrolled at Cambridge University, but attends only the rare classes that hold his interest. I hear he took employment at a hospital laboratory, obsessing over his experiments. I suppose he seeks solace in the empirical truth of a chemical test. I am afraid for him. His evenings are spent alone, solving citizens' menial mysteries to pass the time. And I suspect he is growing paranoid. One of my agent's vehicles recently ignited during a surveillance operation. She was lucky to get out alive. There is only one man who could orchestrate such a feat. Or perhaps two. I saved my brother. He will never forgive me. I found it! I found it! And what is that? How far, bruises may be produced after death. How are you? You have been in Afghanistan, I perceive. How on earth did you know that? Never mind. The question now is about bruising. No doubt you see the significance of this discovery of mine. It is interesting, no doubt, but practically... Why, it is the most practical medico-legal discovery for years. Had we these data sooner, hundreds of men would have paid the penalty for their crimes. Cases oft hinge upon how a man died. Now, we can know which wounds he suffered alive, which occurred post-mortem, and what instrument was responsible. And ergo, one will soon be able to calculate with utmost precision when and where death occurred, sparing the innocent and damning the guilty. Well, then you are to be congratulated. Indeed. But, you came here on business. Correct again. I am looking for someone with whom to take diggings, and heard you were complaining that you could get no one to go halves with you. I have my eye on a suite in Baker Street, which would suit us down to the ground. You don't mind the smell of strong tobacco, I hope? I smoke ships myself. That's good enough. I get in the dumps at times, and don't open my mouth for days on end. Just let me alone, and I'll soon be right. What have you to confess now? It's best for two fellows to know what bruises each other carries before they begin to live together. My last companion and I... Well, I object to rows because my nerves are shaken. And I get up at all sorts of ungodly hours. And I am extremely lazy. I have another set of vices when I'm well. But those are the principal ones at present. Do you include violin playing in your category for rout? It depends on the player. A well-played violin is a treat for the gods. Badly played one. Oh, no, that's all right. I think we may consider the thing as settled. Oh,
Forgive my manners, my attention wavers. Sherlock Holmes. Dr. John Watson. John. А моделька та же самая. Очень красиво сделали концовку с Ватсоном. Вот в этой игре линия, которая вне квестов, она красивая. Хорошая игруха. Еще одна добротная игруха про Шерлока. То, чем эта игра не понравилась, это открытый мир, который здесь во многом лишний. В плане квестов и в плане личной линии охренительная игра. Очень красиво сделали с семьей Шерлока. Очень красивый взгляд на Шерлока с придуманным доктором Ватсоном, который еще и потом возвращается как еще один его бред. Очень крутые квесты. Очень крутой квест со слонихой, который я прям до сих пор помню. Очень красивый последний квест, который мы с вами сегодня делали. Классный квест с моряком. Там, где была переодетая барышня. Блин, очень крутой Шерлок. Вот это третья игра по Шерлоку. И прям третья игра очень хорошо. Хорошая игруха. Я надеюсь, ребята будут выпускать и дальше игры по Шерлоку, потому что в них прям хочется играть. Это та игра, которая прям затягивает, и квесты от которых они остаются в памяти. И в этой игре очень сильный сюжет. Сюжетка крутая. Сюжетная линия с матерью и с Джоном очень крутая. Майк уже за приступ говорил верно. А давай посмотрим. Давай посмотрим, сделал ли я правильно свой финальный выбор. Я его уже сделал такой, какой сделал, но давай поглядим, был ли я вместе с вами прав. Шерлок Холмс, прохождение. Текс. Материнская любовь, все концовки. Выполнив задание та-та-та-та-та-та-та. Также насчет заданий жертвы на Акницу. Да. Завершив задание, смотреть документы на столе в архиве. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Сейчас, я пока не могу найти его. Не, погодь. Давай еще раз. Холмс, все дела. Гайд по игре, гайд по игре, гайд по игре. Гайд по игре. Тут вообще в этой части, понимаешь, тут единственное, чем тебе показывают правильность или неправильность выполнения дела, это заплаченными деньгами. В отличие от предыдущих частей, где ты, например, там видел четко красным, что ты ответил там правильно, там решил квест или неправильно, тут такого нет. Так, материнская любовь. Слушай, действительно все концовки.
Блин, это вообще на самом деле очень круто, что в таком личном для Шерлока квесте и в главном квесте игры нет правильного и неправильного ответа. Да. Да, везде есть 100 золотых, там 80, 100. Везде есть правильные, неправильные, а здесь все ответы. Хм. Да. Да, потому что дальше уже идет речь про другие расследования. Виноват оказался сам мальчик Шерлок. Он дал матери успокоительное, которое вызвало аллергическую реакцию. Брат Майкл свалился вину на доктора, но если Шерлок не сделал этого, то сам он погиб в пруду. Воображаемый друг Джон появился, чтобы защитить мальчика от чувства вины. Герой в своем прошлом, и Джон окончательно исчезнет. Слушай, ну не сходится. Потому что Джон появился до этого. А откуда ты это взял, Денис? Во время основной концовки Шерлок узнает, что его мать умерла из-за него. Она пыталась его утопить в саду, он, спасаясь, перерезал ей горло. Брат Майкрофт решил... А чем он перерезал ей горло? Откуда ты это взял, Денис? Ну, те два этих варианта противоречат друг другу. Нет, тут нет итогового ответа правильного. Разработчик игры специально утаил верный ответ, ходит множество теорий насчет правильной концовки Sherlock Holmes Chapter 1, но никто так и не знает ответа, подтверждения ни от разработчиков, ни внутри игры так и не оказалось. Да, про перерезанное горло это вообще странно, то что это даже не показали в игре. Мне кажется, да, там Аля отдельно писала, потому что у меня тоже, ну, знаешь, ну, классно сходилось, если бы был вариант с аллергией, то, что сам Шерлок траванул свою мать, и из-за этого появился Джон, но, как верно отмечала Пикси, то, что Джон-то появился до этого. Шерлок игрался с Джоном все это время, и Шерлок упоминал Джона до дня убийства матери. Поэтому тут оно тоже не сходится. Очень круто они сделали с тем, что Джон возвращается в конце. Это тупо это тот же прям персонаж, что ведет нас к тому, что Шерлок просто не справился со всеми своими внутренними бедами. И там спустя несколько лет, уже живя в Лондоне, к нему вернулся его воображаемый друг, которого тоже по-настоящему нет. Правда, очень круто. Хороший был. Хороший. Еще один хороший Шерлок. Еще одна хорошая игра, которую мы с вами прошли и закончили на стриме. 27,5 суммарно часов нам с вами понадобилось на Sherlock Holmes Chapter 1. И это одна из тех игр, которые мне, по крайней мере, запомнится так точно. Надеюсь, и вам где-нибудь в сердечке она тоже отложится. Кто не играл, настоятельно рекомендую. Кто смотрел этот стрим и кому понравился Sherlock Holmes Chapter 1, обязательно к прохождению Sherlock Holmes Crimes and Punishments и Sherlock Holmes Devil's Daughter. Это две просто невероятно крутые части, которые хороши, как и это. Ух ти, спасибо большое. Наче все. У нас була одна, здається, помилка на протязі цієї гри. Все решта, наче розгадали. Ну, на этом
мы можем смело прощаться с Шерлоком. Шерлок нам принес еще множество позитивных и крутых эмоций. И интересная концовка, интересный финал, который весьма неожиданный для Шерлока и который красиво завернут. И на этом мы с вами прощаемся с еще одной игрой НХС. И в следующее воскресенье, то есть 17 июля, мы начнем с вами прохождение новой игры. Это игра под названием Frostpunk. У нас еще ни разу не было с вами стратегии на этом стриме. И Frostpunk ворвется к нам в следующее воскресенье, и мы будем за него браться, будем проходить основную сюжетку и смотреть, что к чему. Так что все, кто ждал еще одной красивой игры, залетайте, со следующего воскресенья рады будем. Все, кто сегодня смотрел, спасибо большое, я надеюсь, вам игра понравилась, сегодня получили не меньше приятных эмоций, чем стример. Завтра у нас с вами выходной. Так как в выходной мы перекинулись с воскресенья на, вернее, с субботы на воскресенье, то завтра у нас с вами будет выходной, я завтра буду водить ДНД, а с понедельника мы с вами вернемся в Хардстоун, и уже будет привычный график: понедельник, вторник, четверг, пятница будем посвящать Хаесику, среда, суббота, выходные, и в воскресенье Frostpunk. Ну и для того, чтобы красиво заанонсировать Frostpunk, тоже подумал о том, что надо включить его трейлер. И на этом мы с вами закончим таким образом сегодняшний стрим. Всем, кто сегодня смотрел стрим, спасибо большое. Всем, кто поддерживал стрим Dark Duke, спасибо большое. И всем, кто подписывался, спасибо, ребятки. Всем, кто смотрит в Ютубе, не забудьте поставить лайки. Буду на этом идти отдыхать. И вам оставлю трейлер игры, которая нас будет радовать уже со следующего воскресенья на ближайших несколько недель. Рад был, ребятки. Хорошего вечера. We roam the still, cold world. No horizon in sight. The rulers of old, stripped of pride and glory. It feels as yesterday we were turning the wheels of progress. Until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us. No matter wealth or class. We've lost our world to snow. And with it, our last traces of humanity. We bid farewell to plenty, and for those who remained came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope that pushed us forward. Slowly, step by step. We knew the cost of our journey, and we paid the price 100 times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. The city must survive.